Ассаламу алайкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Бяхма вилыш. Ha, oşa. Ha, hudой. Ha. Угу. Ага, це вишно очень. Я гери, и ты что он це вишно. Да, адита. Тем более, если дополнительно, и он это слушала, ха, нормально хрен очень, нагорел. Угу. 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 Цены хальжули адуис, потому что больше, меньше износ, чем меньше износ, тем лучше. Да. Давай, эфире ауса. Да, со эфире уже чувак, эфире адукой. Давай. Валикум ассалам. Алхамдулилlah, Дейну, живой, здорово. Такой пойдет, короче. Третий сорт не брак, пойдет работа наша идет. И что у нас? Ну, пока давайте сделаем так, пока люди еще собираются, может, я вам немного прочитаю про нашу историю, так сказать, переселения. Если у вас есть желание, или мы можем, конечно, сразу начать с ответов на вопросы. И у нас первый донат от Магомеда. Бисмиллях написал, Магомед прислал донат. Магомед Мухаммад дал савел. Бодисник Эзершка Соду улетел. Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас в это нелегкое время. Так сказать, поддерживает наш канал. Не забывайте, благодаря вашей поддержке мы живем, существуем и процветаем, да, Аллах. Что касается остального, я думаю, что все еще впереди, будем надеяться на лучшее. Но, по крайней мере, у нас есть достойные сыны, достойные братья, которые, несмотря на то, что они находятся далеко или близко, пытаются каким-то образом повлиять на данный процесс, помочь нам в нашей работе. Я знаю, что это очень важно и нужно. И они понимают это, что на будущее, что это не просто увлечение. Мы свою работу уже проводим
ты бахал. Кофе на ночь, это, конечно, нечто. Что у нас с Ютубом? Ютуб на связи, Ибраим. Мы в эфире, мы alles good, very good. Сейчас подождем, пока ответит Ибрагим. Вчера я понял, обычно, когда присоединяется в эфир, присоединился наш брат из Ингушетии, из-за этого, видать, перебои, там, мы же работаем через VPN, а если через VPN нас показывают где-то в Европе, а он в России, видать, из-за этого перебои произошли. Я так понимаю, поэтому пришлось перезагрузить. Ну, давайте пока тогда, сейчас еще люди немножко соберутся, немножко о нашей истории. Еще раз, все, кто заходит в наш эфир, чтобы вы понимали, это важно, нужно знать, это история нашего народа. Та самая история, которую очень часто пишут мне в эфире, записывают в эфире, задают вопросы, а правда, что там где-то в Вавилонской башне запечатана наша история, а правда, что там где-то Сталин сожег нашу всю историю, где-то в Самарканде находится наша история и так далее и тому подобное. Дал ездил. Поэтому я хочу дать знать вам, уважаемые друзья, каждая книга, приобретенная, где бы мы ее не приобретали, как бы мы ее не доставали, мы рассказываем вам что-то новое. И это очень важно для нашего народа. Это история нашего народа, переселения, в каких веках, куда переселялись. Возможно, среди них есть и ваш тайп, возможно, среди них есть и ваше село, с вашего села. Там все то, что мы рассказываем, это не клуб любителей, там, чисто истории, если вы думаете, что это так, нет. Эта история в любом случае, она перекликается с нашим будущим, а наше прошлое перекликается с будущим. И если вы потом в дальнейшем начинаете говорить и рассказывать, да у нас ничего нету, у нас никто не старается, никто над этим не работает, никому это не нужно и так далее и тому подобное, в первую очередь это зависит от вас. Почему? Я объясню. Потому что когда мы проводим и рассказываем про нашу историю, про наши даты, культуру или географию, вы сами автоматически зашли, послушали 5 минут, думаете, зачем мне это надо, и уходите, а потом удивляетесь, почему же вы не знали. Проходит год, 2, 3, 4, и люди, которые заходили раньше или которые не слышали первых наших стримов, эфиров, начинают возникать и начинают говорить: а ты вот это слышал, а ты вот это видел. Конечно же слышал, видел, многое мы публиковали, опровергали. И это ни для кого не секрет, просто-напросто нужно быть в курсе ситуации, касаемой происходящей, как говорится, в исторических параллелях и современных параллелей на сегодняшний день. Многие думают, что это было, там пошумели, погудели, затихло. Нет, пошумели, погудели, не затихло. Просто-напросто они выбрали тактику совсем другую. Это так называемая мягкая тактика, которая капля камень точит. То есть они из публичного арены, там, где они орали, больше всех набрасывали различного рода клевету и разные «Валикум ассалам, Карфаген», различную информацию про нас, там, негатив про нас, они перешли в другое русло, они начали более методично работать в различных группах, не афишируя, тихо, молча, печатая книги, вбрасывая какие-то карты, статейки, которые порочат нас. Нохчо пишет: ассалам алейкум башлам. Я по поводу одного Азербайджана, который говорил про нас. Мне просто интересно, какой ему резон упоминать или говорить о нас, или он также хочет правды. Нохчо, во-первых, это блогер. Этот блогер занимается развенчанием мифов и лжи касаемо Нагорного Карабаха, касаемо
вот конфликтной ситуации, которая есть. Он занимается историей. Дело в том, что я этого человека закидывал уже несколько раз. Может, вы не следили за лентой. Многие присылают мне ролики в WhatsApp, но не смотрят в Instagram. Уважаемые друзья, мы публикуем новости, исторические новости, переименование сел, восстановление сел, по границе. Все, что касается нашей истории, и все, что важно для нас, мы публикуем в Instagram, в Facebook, в Twitter, ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе. Мы размещаем здесь на YouTube площадке не только видеоролики стрима, но мы размещаем, все могут обратиться к Ибраиму. Там есть, и плюс ко всему, у нас есть сайт, наш сайт именно, bashlam.39.com, вы можете туда зайти. Так что все эти новости, которые появляются, если нету опровержения, если нету лжи, они есть на наших сайтах и на всех наших платформах. Я понимаю, валикум ассалам, что вы многие вещи не смотрите, упускаете по харгиниону или хаяет. Прежде чем вы отправляете что-то, вот, узнали про историю, культуру, не знаю, все что угодно, про башни, про истанги, про оружие, все, что касается вот, нашего народа, узнали, услышали, даже плюс даже спорт, археологические раскопки, узнали, зайдите или если у вас есть на Инстаграм, или если у вас есть Телеграм-канал, зайдите, просмотрите, проверьте. Этот парень, азербайджанец, я имя, к сожалению, его забыл, он занимается историей развенчания мифов, лжи, которые у них идут свои баталии. То есть между армянами и между азербайджанцами. По своим. Он не говорит, он исторически, он историю рассказывает и говорит, кто является потомками урартийцев или хуритов. Поскольку он не может отрицать все факты, потому что об этом говорят турки, турецкие ученые, об этом говорят азербайджанские ученые, об этом говорят все мировые, в основном, которые более или менее занимаются историческими этими процессами. Все, кто говорят, включает, это для нас не новость. Почему? Потому что еще с советских времен, но Старостин, они писали не чтобы вот не показать, там была немножко другая позиция, они, чтобы не сказать, что мы прямые там потомки урартийцев или хуритов, поскольку была такая несправедливость по отношению к нашему народу, они говорили близкородственные, самые близкородственные народы к урартийцам, что это находится там, допустим, Нохчи. Вот. Поскольку сегодня в мировой практике нету ни одного народа, у которых бы столько совпадающих, имеющих значение слов, совпадающие полностью толкованием, одинаковые, так сказать, нету никого, кроме как в основном нохчийцев, нохчи народ. Поэтому, без исключения, он опубликовал лишь лишний раз, им показал факт, и рассказал то, что есть. Ничего нового он не открыл. А мы показали и сказали, вот спасибо вам за то, что очевидный факт вы опубликовали и теперь даете знать и всем остальным. Это огромный плюс, почему у него огромная аудитория, которая смотрит его в Азербайджане. И эти люди знают, и все знают в основном на Кавказе, кто себя называет прямыми потомками Нуа. Кто называет себя урартийцами или хурита-урартийцами, и кто работает над этим. Все в основном публикации натыкаются на нас, потому что все знают, что мы пишем и фиксируем. Я в каждой своей публикации указываю, или текст ставлю, или показываю, что мы имеем прямое отношение к хуритам и урартам. Да, сегодня материалов очень мало, скудно, но мы и наши ученые работают над этим. А наше дело, блогеров, вас, довести всех. У нас уже, вы знаете, есть и команда Урарту, есть и там, я не знаю, пейнтбольный клуб Урарту. То есть мы возрождаемся в историческом плане, мы и название даем урартийское. Допустим, тот же Димту, допустим, это аналог вар, нохчи вар, или же аналог слова токум, это урартское слово. Димту. Его используют и ввели в обиход.
Поэтому вот такие моменты есть, и не надо говорить, что он приобретает от этого. Он приобретает правду, он хочет показать свою. И да, многие армяне тоже признают, что мы являемся непосредственно близко родственными и являемся урартийцами. Но они уже пытаются здесь написать и рассказать другую немножко историю. Есть среди них и более такие средние нормальные историки, которые говорят, да, мы признаем, мы знаем. Но они уже пытаются показать, что якобы хай, армяне, то есть они являются близко родственные чеченцам. Но, конечно же, это не так, мы понимаем это. Возможно, взаимоотношения хорошие были и все остальное, но армяне и нохчи, они не одного происхождения. Вот. Дальше. Башлан, ты так мало говоришь про Нохчмуах и даже сворачиваешь тему, где очень много было событий, как нигде, даже если скажешь, что про одно и то же. Во-первых, я про одно и то же не рассказываю. Нохчмуах рассказывать, что рассказать примерно. Окей. Дело в том, что все в основном боевые действия, самое большое сопротивление было в восточной части Чечни. Самые непокорные, самые злейшие враги являются в основном нохчмаххойцы. Но я придерживаюсь, во-первых, я не исключаю этого никогда. Это раз. Во-вторых, даже возьмем тот же Сим-Сим или Сарир, это государственное устройство, где это было в основном. Где прозывают нохчмаххоевцы. Не стоит об этом забывать. Это раз. Проблем с нохчмаххоевцами у нас как таковой нету. Есть недоговоренности, есть недопонимание даже по слову Ичкери или Искерт, первых 9 семей, которые, кажется, Саидов написал об этом, да, или версии, если я не ошибаюсь, этнографы, которые написали, что Искерт или Искерк, то ли это была речка, то ли это от наименования, что из Нашки спустились первые 9 тайпов и осели в этой местности. Не принимая своего исторических названий, мы пытаемся сказать, что это или Гунки, или Сюли, что разные версии мы принимаем и говорим, что это так. У нас нету даже между собой, как говорится, договоренности в этом плане. Второе, третье уже точнее. Что касается Ичкери или Ичкерийской области, рассказывать о боевых баталиях я уже рассказывал. В основном 2 победы, величайшие 2 победы, которые были во времена имамата Шамиля, происходили где? На нохчмаххоевских землях. Кто это скрывает? Никто не скрывает, никто. Но есть, опять же, рассказываю, говорите, вы в основном Аух мы говорим, или Ауховский район, который мы называем. Где это? Где находился Ауховский район или Аухоймуах? Это граница и это Нохчмаххоевский. Потому что из 49 тайпов, которые проживают в Аухе, приблизительно 30 или 35 в Аухе проживают нохчмаххоевцы. Это опять же и проблема, которую мы затрагиваем. Не нужно говорить, что я этого не делаю или сворачиваю. Нет, ни в коем случае. Я говорю об этом, я рассказываю об этом. Проблема же у нас не столько на восточном направлении, сколько на западном. Да, без всякого преувеличения, у нас есть проблемы в восточном направлении. Это некоторые сюли и газгунки, которые там в красных горшках бегают и утверждают, что есть проблемы, что они якобы подчинялись. Даже тот же самый злополучный вопрос Лаудаева, что платили дань, опять же упоминается кто? Нохчмаххоевцы. Разве мы не занимаемся опровержением этой сказки и лжи? Потому что Лаудаев никогда в своей жизни, за все время существования, не был и на 100 верст не приближался к нохчмаххоевским области нохчмаххоевцев или ичкеринцев, тех же самых. Разве он был когда-нибудь? Нет, он никогда там не был. Он никогда не был дальше до крепости Грозной. И даже в самой крепости Грозной его автобиографии мы не находили. Якобы он был один раз, говорят, что в крепости Грозной, но он никогда не был. Опять же, вопрос был по тому, как переселились и как оказались мирные чеченцы на территориях притеречной земли. Это, опять же, Айль-юрт, Ломаз-юрт, Чург-юрт, Чанти-юрт, Кей-юрт, Галный Оцунах. И как там оказались самые горные тайпы.
Допустим, такие тейпы, как Чермой, Зандой, Беной. Мы говорили об этом, как их переселили, в какое время переселили, для чего их переселили, об их воинственности, чтобы их легче было контролировать. Мы об этом говорим, рассказываем. И просто-напросто, может, вы пропустили как-то эти моменты. Я вас прошу прощения, некоторым может не понравиться о рассказах. Я знаю, мне вчера один брат позвонил и говорит, как-то ты вот ломаешь, сразу тебе задают вопросы, а ты грубо отвечаешь. Нет, уважаемые друзья, мои братья, сестры, я никого неуважительно не отвечаю. И грубо не отвечаю. Вы меня уж простите, но вчера вот то, что сломалось вот это тренога, потом вот это поступление, ладно, просто-напросто к концу года я ожидал немножко чуть лучшего, чуть большего. Ну, по крайней мере, хотя бы к своему дню рождения я думал, что-то будет у меня в лучшую сторону. Но у меня не получилось это. Из-за этого у меня немножко испортилось настроение, но вы тут ни при чем, и у меня к вам претензий нету. Если я вдруг как-то грубо там сказал или что-то, ну, извините, мне пишут вчера человек, я человек, который последние 4 года воюю и говорю про Лам Эхка и про всех остальных, просто-напросто со всеми воюю, грубо говоря, опровергая всю ложь, мне говорит по-хорошему, не говори так и так далее и тому подобное. Что за разговоры по-хорошему не говори? Зачем мне говорить там такие вещи? По-хорошему, по-плохому. Хотя бы близко то, что я сделал или я пытаюсь делать для своих Илам Эхкой и Арар Эхкой. Если вы делаете что-нибудь подобное, скажите. Но я же вам говорю, эти материалы есть. Терский вестник, этот материал написан в 1856 году. Они объясняют это так, как они умеют. Лам керст олился, кидек олился. Ну, вы не услышали, я сейчас поясняю вам, мы не услышали главного месседжа, а месседж был, что даже в то время, меня же упрекали, вот этот доклад, сказочный доклад из 90 страниц, который принесли, вы забыли, что там было написано про акинцев? Что только в 20 веке начали называть чеченцев, до этого они не были чеченцами и так далее, вот эти сказки. Вы разоблачали их или я разоблачал? Я вам лишний раз показал, что в середине, в первой половине 19 века ни один человек не говорил даже тогда, что Лам Эхки, они не нохчи, они чистокровные нохчи. И вы заходите и предъявляете ко мне, поэтому я иногда, может быть, эмоционально срываюсь. Да и эти проблемы, вот это то, что хотелось бы, хочется больше сделать для нашего стрима, для нашего эфира. Плюс и каждый день сыпется огромное количество информации, которое нужно опровергать, которое нужно отсеивать. И тут нужна политкорректность. И это все, и плюс ко всему, вот видите, вчера такие были претензии примерно. Сегодня, ну, говорят, грубо говоря, вот сейчас вопросы мне задали. Я ни в чем не упрекаю, правильно, вопрос, что я мало говорю о Нахчмаховце. Как мало? Как? Про Шону я рассказывал, про Бену я рассказывал. И опять же я говорю про эту область. Но это моя родина, понимаете, Нахчмахова. И чтобы я рассказывал про свое же, когда у меня там, как таковых, у нас, нахчмахковцев, нету никаких проблем. Они истинные сыны, и они нохчи. И они никогда не говорят, мы не нохчи. Они никогда не говорят, среди них нету вот этого, понимаете, так сказать, вот этого единицы людей, которые говорят, нет, мы отдельно. Вы видели какого-нибудь Алароя, которые говорили, мы не нохчи, а мы народ Аларой. Или мы не нохчи, мы народ Ширди. Мы не нохчи, мы народ Шуаной. Мы не нохчи, мы народ, я не знаю, там, Цуантрой. Разве есть такое? Такого нет. Среди нахчмаховцев один из самых больших количества, которые вышли в основном из наших все, нету такого. Почему нету? Потому что, ну, это с кровью выработано, и они знают этому цену. А вот по краям, там, где у нас слабо, там, где у нас вот этот есть недопонимание, есть вот эти внутренние какие-то раз прибьют,
И говорят, что масла мялхи не наши, орства не наши, эхка не наши, тирва не наши, шарва не наши, чеберла не наши. Бьют везде. Бьют там, они проверяют, где больше, где это болезненно. Напали на Чеберлай, посмотрели, если Чеберлай промолчали, нападают на Шарой. Половина Шарой не ваша, она наша, она Сюле принадлежала. Там не прокатило, они начинают браться за Тирвой. С Тирвой не прокатило, они начали браться за Лам-Эхкой. Лам-Эхкой не прокатило, они берутся за Уарствай, за Мялхи берутся. И вот так по всей траектории бьют. Когда не получается по фратриям бить, когда у них это не прошло, они начинают терки стерчан, гарма олаш, аухашан, сюлима олаш, панки серчан, гюржима олаш. Они начинают везде бросать эти разговоры. Когда это не проходит, они говорят, вы же не любите слово война, шмадатишу, вот такое отношение. Там целым болезням название дали, там башламовщина и так далее и тому подобное. Я, конечно, вы мне льстите, огромная благодарность, но у меня нету никакого синдрома. Я вам говорил и говорю до сих пор. Если я не могу доказать или обосновать то, что я говорю, тогда вы можете за это упрекнуть. Скажите мне, разве не хотят убить слово Нохчу? Название наше Нахчи или через А не хотят убить? Хотят. Разве не хотят убрать его полностью? Назвать как угодно, назвать войнахами, находят разные причины. Вот под Нахчу никто не хочет идти, а вот давайте найдем какое-то слово, которое больше нас объединяет, и давайте мы будем себя называть войнахами. Нахчу не подходит, давайте лучше себя чеченцами называть. Во всем мире этот бренд зафиксированный. Это так хорошо, это так круто. Разве этих разговоров нету? Если есть среди нас люди, которые клянятся божаться и говорят, что чеченец и нохчу, что это разные вещи. Это идиотизм. И есть люди, которым 50-60 лет разговаривают на нашем языке, живут среди нас, чисто наши нохчу тайпы, но они говорят, мы отдельные там якобы какие-то, и пытаются мне рассказать какие-то сказки и доказать, что они отдельные. Но ты говоришь язык, культуру, одежду, традиции, архитектуру. Что у вас отдельно? Даже кровь ваша. Что у вас отдельного? Есть, покажите. Начинает приводить пример. Ну вот, посмотрите. Есть Австрия, а есть Германия. Да, есть. Есть Австрия и Германия. Но не стоит забывать, это государственное деление. Но и австрийцы, и немцы, германцы или Германия, это является один единый народ. Но вот такое понимание у них, и деление, они могут себе позволить это. Они разделились и сделали два государства. Потому что у них были тоже точно так же. Даже сама Германия делится на несколько. Там Габсбурги делятся, там Западная Германия, Восточная Германия, Северная Германия. И они между собой есть и диалекты очень сильные. Кажется, самый древний и самый сложный это гессенский диалект. И разве у них нет проблем? У них есть проблемы. Но они знают, что они все немцы. Они прекрасно это знают. Возможно, не сейчас, может быть, через определенное время они поймут и объединятся. Может быть. Опять же, тут политические какие-то внутренние проблемы. До тех пор, ну здесь в одном месте Германия где-то там приблизительно 80 миллионов, там Австрия определенно 40-50 миллионов. Это миллионы. А нас, всех вместе взятые, 1-2 миллиона нету. И вы хотите даже вот это маленькое нашу, извините, или государство, или нашу республику, хотите раздробить ее на части. С единым языком, с единым верованием, с единой культурой, со всем единым, и вы хотите даже его разбить. Разве это не тупость? Если не мы, то это внешние враги пытаются. Мы готовы пойти за любым иноязычным, главное, войник цагальчанин. Мы идем за ними, проливаем кровь, убиваем, и потом говорим, а нельзя плохо говорить про него. А почему нельзя? А потому что наши предки шли за ним. Да, шли наши предки. А что, наши предки не могли ошибаться? Могли. А может быть, наши предки были там какая-то другая позиция? Да, могла быть и другая позиция. От народа, который в то время плюс-минус был 1-1,5 миллиона человек. Вы представляете, какое количество
погибло. И пустые земли заселены. Неважно какими нациями, но они подселены, заселены. И сегодня те, кто проживает на этих землях, говорят, здесь Нохчи не было никогда, и вы не жили здесь. Вы кровь здесь не проливали и так далее и тому подобное. А виноваты в этом мы с вами. Потому что на нас вдвойне сложнее эта ситуация, потому что нам нужно всем доказывать, что мы такие, вот так у нас все это было. И кто-то... Ассалам алейкум, башлам. Гойск аляйтин донат. Байали задонатил, Байал, да, духу ахуайл, да, садуэл. Огромная благодарность брату Байали за то, что задонатил и поддержал наш канал. За счет вас мы живем, существуем. Вы должны понимать вот эту ситуацию. Мы, хуняды, мижги, буй, жикты, буй, хуняды, хош, буй, юкверч. Нами управляют там великие сионистские там правители. Хотят сделать здесь хазарский каганат, хотят сделать здесь это, великий Туран хотят сделать. А кто им помогает, скажите мне? Кто им помогает? Если сегодня будет какой-то чеченский фильм исторический, или в театре будет проходить какая-то историческая, я не знаю, театральное там событие чеченское, пойдут, давайте сделаем так, пойдут люди туда, на свое родное чеченское, или пойдут посмотреть сериал «Осман» или посмотреть сериал «Эртугрул». Догадайтесь, где будет больше людей? Я не противник, опять же я говорю, я не противник, но вы сами отталкиваете свое родное. Вы сами становитесь, вас готовят. Вы не понимаете этого. Вас готовят через эти сериалы, через этот интернет. Вас готовят к тому, что если завтра, вдруг, через 50 лет, 100 лет, вас, ваших детей, если будет какое-то даже изменение геополитическое или государственное, вас готовят к тому, это нормально, а вот это ненормально. Раньше нам было хуже, сейчас лучше. Опять же, я не говорю, что хорошо Турция, или хорошо Россия, или хорошо Персия. Я не об этом говорю. Я говорю о нашем родном. Своем говорю. Нохчи. Нету хороших сериалов, наша вина. Нету хорошей истории, исторических каких-то фильмов, я не знаю, постановок. Все. Это наша вина. Это не в тренде. Когда вам начинают об этих вещах говорить, вы сразу ставите клеймо, называете нациком, нацистом, называете как хотите. Хорошо. Халид Ашаев был нацистом? Алироев был нацистом? Махмуд Асимбаев был нацистом? И так можно продолжать. Таштамир Эльдерханов был нацистом? Арби Мамакаев был нацистом? Абузар Айдамиров был нацистом? Умар Ярычев был нацистом? И сколько еще вам деятелей нужно назвать, которые любили свою родину и делали ради нее, прославляли ее? Как так можно говорить? Почему свое мы должны топить, давить дальше вниз? Потому что это невыгодно. Это финансово как-то не... Вы думаете, немцы, те же самые немцы, Германии или Австрии, они подавляют свое, и вот внешне впитывают в себя, что ли? Вы думаете так? Нет. Германия, Австрия, они в первую очередь поднимают свое, немецкое. Будь то автопром, будь то что-либо другое. Инженерные технологии. Они в первую очередь, поэтому японцы поднимают свое. В первую очередь свое. А потом уже ищут дешевый ресурс, где это можно делать. Будь то это Индонезия, будь то это Китай, будь то это остальные страны. Но это немецкое. И знают знак качества. Даймлера знают. BMW, Audi знают. А у нас нет. Мы такие космополиты, которые нам все вокруг подавая, это мы можем пользоваться, а свое никто. Я не говорю, не подумайте ничего. Поэтому, исходя из этого,
Вот из этих моментов мы должны думать, будь то говорим мы про исторические моменты нохчмахоевцев. Я почему меньше говорю нохчмахоевцев? Но я это и говорю, даже и про них говорю. Я хочу, чтобы сознание наших людей и понятие наших людей, мы должны болеть за каждого ауховца, за каждого иорданского чеченца, турецкого чеченца, панкийского чеченца. В первую очередь, это те, кто далеко от нас, более или менее. То есть они находятся не в нашей родине. Если этим людям мы отправляем месседж правильный, единство нашего народа, может и внутри тоже что-то изменится. И мы поймем, что нельзя огульно обвинять и говорить, тем более в историческом плане говорить что-то нелепое про свой народ. Да, есть очень большие оплошности среди нашего народа, но мы слишком малы, чтобы о них говорить. Мы между собой будем об этом говорить. И решать их будем. Это не для лишних ушей, которые сидят сегодня в социальных сетях и так и ждут, чтобы оплошались ногчи. Очень сильно ждут. Очень. Не все, но определенное количество есть. Вы забыли, как 20 лет фактически на нас вешали ярлыки, называли самыми худшими словами. И единицы мы собирали, где же о нас хорошее говорят, чтобы среди этого всего сотни, извините, дерьма новостного средства массовой информации выбрать что-то хорошее о нашем народе. Выйти из этого, конечно, помогли наши и спортсмены помогли, там, и остальные деятели культуры помогли потихоньку выйти из этой ситуации. Но мы это должны понимать. Умодацарим, пускай так, пускай. Нет, не пускай так. Мы должны уметь преподносить себя с лучшей стороны. И не только преподносить, но и сами менять ситуацию в лучшую сторону. Так, надеюсь, про Нохчмах я ответил. Дальше, Башлам. Что это сегодня нарнийцы начали клевету на Саадулу Гихинского? Ну, я же вчера про Саадулу Гихинского рассказал, видать, поэтому начали. Его имя Кемран. Кемран, что за Кемран? Я не знаю. Это Кемран имеется в виду этого азербайджанца, вы имеете в виду? Историками Франции из Ассоциации кавказских исследователей архивному управлению правительства Чеченской Республики возмездно передано более 50 тысяч листов исторических документов из МИД Франции, говорит Герман. Это хорошая новость, это великолепная новость. Салам алейкум из Норвегии, ва алейкум ассалам братьям из Европы, Норвегии, Германии, Франции, Австрии, Дании, Бельгии, всем салам маршал, США и Канады. Может, они думают, что мы ингуши бах, черту, мы должны быть мыми, а не аними бах, искерхиду бож, упсо, мертука. Башлам пишут, что историками из Ассоциации кавказских исследований, да, я это зачитал, читал, ты читал их? Нет, не читал. Нет, не читал, к сожалению, пока нет. И у меня слишком много работы, а техники у меня нету, ноутбука, как вы знаете, которую я хочу, мечтаю, у меня пока тоже нету. Ничего нету, кроме 2 телефонов, и на этих 2 телефонах я пытаюсь все вот собрать и держать. Боюсь, у меня руки дрожат за переживание, что у меня сгорит телефон или что-то случится просто-напросто. Я даже не знаю, что я буду делать, если это произойдет. Поэтому пытаюсь как-то обновить и сделать что-то с аппаратурой. Нохчихал цаля аргашенхал айрбуба. Бро, топить дальше. Топим дальше. Я гордло нохчмахко от Нохас Ичкери живу в Грозном. Адам, так, Савоша Махала. Да пошли они, кому они даром нужны. Если кто-то шлепнет на улицу, он будет самым чистым чеченцем. Я говорю, войнахом, а чеченцем. Так, дальше. На войне враги чеченского народа. Ох, пошла дальше.
Башлам пишут, что историками... Так, Герман, ты уже 3-й раз прислал мне это сообщение. Я уже ответил на него. Извините, у меня просто телефон немножко сейчас на книгах стоит. Как вы знаете, пока наши любимые подставки нету уже в живых. Возьмем любую историю, все время народ использовали. Ассалам алейкум. А кто против чеченских фильмов, чеченских сериалов, Расул Харчу? Не используют, ваша шейх Мансур пишет, не используют Башлам, как единый кулак. Или хотя мультфильм Башлам, я слышал, что в 19 веке нас было 5 миллионов. Это правда? Нет, неправда. Нет, неправда. Лучше сказать чеченцы Дагестана или чеченцы Хасавюрта. Башлам. Башлам, думаешь, они перестали? Башлам пишет историю, уже 5-й раз написал он. Лучше писать чеченца Уха Нахчи Башлам. Ноут Аслурюкхон. Амир Чеберла. Ага, Амир Чеберла, да, духу ахвайла. Но у меня не такой ноутбук, да, я пока мечты мечтами, но у меня есть одна мечта, какой мой должен быть ноутбук, поэтому я сомневаюсь, что ты сможешь мне его подарить или дать, Ваша. У меня есть мечта, и если я что-то у меня есть, да, я хочу, чтобы оно было то, что мне нужно и что у меня душа лежит. Амир, да, духу ахвайла. Просто то, что я говорю, стоит дорого, и ты не потянешь его. Ну да, мечты есть, надеюсь. Башлам, почему ты отвечаешь на тупые вопросы? С тобой все согласны, ты очень полезный своему народу. Шейх Мансур. Шейх Мансур, ДРС, да, духу ахвайл. Для меня нету тупых вопросов. Есть вопросы, и я с вами разговариваю, встречаюсь, чтобы ответить на ваши вопросы. Мне приятно, когда вы задаете много вопросов, и мы просто-напросто не стоим на одном месте. Мы должны развиваться. Задавайте вопросы, какие бы они ни были, и лучше мне отвечать. Лучше нам не держать того, что нам нужно в себе, и нам нужно над этим работать. Ни в коем случае нельзя говорить, или я не обижаюсь и не оскорбляю никого. И нам поступил донат от Адлана. Как всегда, Адлан сегодня немножко задержался, но Адлан, 2-й человек, да, или 3-й человек, который сегодня задонатил. Адлан да саадуэл, болдиснек эзашка соудольти да духуахуэ. Амир, содам лаха, я хочу MacBook Air Pro, я хочу именно макинтошевский MacBook Юптаюш с хорошей оперативной памятью, это именно MacBook Yesun. Я по яблоку работаю, и они у меня самые надежные. И цахельче, я вот на маковских только. Я все, что делаю, нарезки, видеоролики, все только на таких делаю. Макинтошевских имеется или Apple, или Macintosh, MacBook Pro Ошукой с хорошей оперативной памятью. Яблоко, короче. Поэтому хочется делать качественно. Амир Цундера, да, хила хирю. Я пока на это не надеюсь. Пока у нас вот для работы с Ундагадег, я вот поделюсь с вами своими идеями. Все, что мне нужно, несколько терабайтов жесткий диск, хороший, мощный. Хороший MacBook, самый сильный. И Mark III фотоаппарат с подставкой, вот именно Mark III Yesun. Все, вот эти 3 вещи, которые, по крайней мере, для профессионального моей деятельности. Амир Дейрес Хилда Дуква Хуэл Хитирсу Дал Сайвил Амир Дал Сидуэла. Вот для работы мне, вот как говорится, так-то у меня старенький ноутбук есть, Asus, Acer или Asus. Он как бы, ну, это не то. Это единственное, что я еще не продал у себя. Ладно, поэтому, так, вопросы, которые вы хотели задать мне, задавайте вопросы, которые у вас есть.
Один момент. Сами, вот то, что пишут грузинские источники, все, которые задавали вопросы. Смотрите, в прошлом, говорит, как уже отмечалось, это пишут источники, из Дзурдзуки, по милости грузинских царей, было переселено немалое количество населения. По данным Леонтия Мравели, историки XI века, грузинский царь Саурмаг, 3 век до нашей эры, переселил половину дзурдзуков и поселил их в горной зоне Грузии от Дидоэти до Сванети. Это огромное количество населения нашего. Половина населения. В 3 веке до нашей эры переселили половину населения туда. Чтобы вы понимали, 3 век до нашей эры. Это 2000, сейчас 21, 2100 лет, еще плюс к этому. Половина населения переселена, и сегодня они себя, само собой, уже не считают чеченцами или новчийцами, кем бы они там ни были, зурдзуками или кистинцами. Это огромное количество. Поэтому у нас от самой Сванети и до Дидуэти, то есть это Тушетия, Херсуретия, Пшавия, вот все этой области мы находим в Грузии очень много одинакового ДНК с чеченцами. ДНК-то ты не сможешь изменить, язык можно, религию можно изменить. Важно ли это? Очень важно. Важно это знать нашему народу. С точки зрения истории. Адлан Гурсаев, Ибраим, 19 дац. Мое день рождения 17 января. 17 января, дуса день рождения. Неудачный месяц, неудачное время. Вот. Все всегда в кризисе бывают в этом месяце. И ни у кого не бывает денег. Ну да ладно, мы не привыкли к чему-либо хорошему. Вот. Вы понимаете, что об этом, еще раз я вам говорю, об этом говорят сами грузинские источники, сами грузинские историки, ни чеченцы, ни русские, никто об этом не говорит. Фактически получается, что северная часть Грузии фактически вся была переселена из Дзурдзукетии в Грузию. И это очень сильно, как говорится, важно знать всем тем, кто часто говорит что-то там насчет Грузии, начинает плохое. Опять же, мы не говорим за религию, мы не говорим о религии, мы говорим непосредственно об истории, историческом плане. У меня по Бузуртану вопрос. И секс сацу вариант и питан цадеш. Сацу, он говорит, я ничего плохого не говорю. Цига обучаешь сацуру оли. Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Честно, не знаю. Я без понятия даже. Главное, если бы он не трогал нас. Башлам, правда ли, что царица Кативан переселяла Нохчи в Грузию? Что за царица Кетиван? Я не знаю, что за царица Кетиван. Саурмаг это сделал дальше. Вот как бы пока вы вопросы задаете, я коротко буду вам скидывать информацию, чтобы вы понимали. Саурмаг это грузинский царь, 3 век до нашей эры, не забывайте. Это сделал по политическим соображениям. И переселенцы с течением времени полностью, всем, кто сейчас там недоволен бывает, ассимилировались с местным населением, потеряв свои обычаи, традиции и язык. Ни в коей мере нельзя отождествлять те переселения с позднейшим переселением кистов. Позднейшее переселение кистов, это уже непосредственно мы говорим о Панкийском ущелье, кистинцы.
ибо в их основе лежит совершенно другие причины, о чем мы уже упоминали, остановимся ниже. Часть поздних переселенцев – это беженцы, которые переехали на новое место жительства, обязательно меняли фамилию и скрывали свое происхождение. Цовотушины, там это имеется в виду уже современные непосредственно, которые Цовотушины, Эллинидзе почему-то называют Цовотушин, в Эллинидзе почему-то называют Галгай. Галгай это очень поздний термин, поэтому называть цовотушинцев таким термином большая ошибка. Если уж автор хочет использовать войнавский термин, то скорее подходит глигвы. Он пишет, что в 18-17 веке, 1657 году, галгаи, цовотушины еще не жили в Тушетии. В другом месте указывает, тушинское население сначала составляло 3 общества – Чагма, Гамецри и Перикети, Парсма. Но эту информацию мы давали уже. Здесь они говорят, что Галгай термин вообще новый. Кстати, это вот этому Д'Артаньяну, который пытался ставить этот термин рядом с термином ночью. Дальше пишем. Ты как относишься к новому ковчегу Марата? Я, в отличие от многих людей, которые никогда и не были, я был там. Я разговаривал с Маратом, с его сторонниками. Там как раз в то время был этот клуб российских изобретателей. Асламбек, кажется, его звали, да, зовут? Не знаю точно. Ассаламу алейкум, знал твоего отца, работали в 6 микроне, дал я что отцу. Хамзат Дерес Хил, дал Сидуэл. О чем я говорил? О чем я говорил? Да, про ковчег. Я был там, я видел слышал их гипотезу, и я отвечу то, что я сказал. И в то время сказал, и сейчас вам говорю, повторюсь лишний раз, чтобы не было никаких. За то, что он пытается доказать свою теорию и гипотезу по 5-бальной шкале 5. За то, что вот за это я 5 поставлю. Что касается, что я думаю по этому поводу, я сомневаюсь. У меня есть сомнения, потому что я видел доказательства, я видел их разговоры, я слышал, я не понаслышке знаю, что там происходит, да и как происходит. Да, похоже, очень странные, много вопросов по этой местности. Я вам говорил, этот треугольник находится фактически в котловине среди гор, Чеберлоевских гор. Все эти горы вокруг, на них почти что нету ни как таковой каких-то густых зарослей, там, деревьев. Слой почвы, кроме этого треугольника, везде 10-15 сантиметров. Остальное все камни. То есть там даже большие деревья не растут. Я думаю, что это за счет этого. А именно вот на этом треугольнике, который они называют носовую часть ковчега, в основном, да, на нем почти что есть 2-метровый слой земли. Метр почти что чернозема, остальное там желтая глиняная земля, кажется. Это очень удивительно. Я не знаю, по мне,
зная немножко военное дело, зная архитектурное строение нашего народа, если это башенный оборонительный комплекс, строить его в низине, стратегически это неправильно. Выглядит, конечно, это очень неплохо. Много вопросов, но говорить, что это ковчег, я не стану. Я не могу этого сказать. Очень слабые доводы этому. Да, есть вопросы, да, надо смотреть, да, нужно изучать, но говорить однозначно, что это ковчег, нет. Но он пытается доказать это. Он ищет эти пустоты, они занимаются раскопкой. Когда я ходил, точнее ездил туда, они прокопали где-то 28 или 29 метров, как минимум. В землю, в глубину они ушли. Я спускался и вниз, смотрел. Так что немножко слабоватые. Вот. Башлам, какое отношение Дзурдзуки имеет к Чечен-Аулу? Люди, основавшие Чечен-Аул и все остальные чеченские села, являются прямыми потомками этих дзурдзуков. Основатели Чечен-Аула — это дзурдзуки. Просто дзурдзуками их называли в историческом прошлом, в дальнейшем их начали называть и чеченцами, и цацанами, и сасанами, и мичекизовцами, и качкалыковцами, и кем только не начали называть. Хотя само название у них было и есть Нахчи. Есть ли исторические факты о чеченских полководцах или государственных деятелях в Османской империи? Слышал неком Хасан Паша. Есть. Мы публиковали их. Но там очень непонятно, очень много вопросов. Почему? Потому что они записаны то как адыги, точнее черкесы, то как чеченцы. Поэтому нужно смотреть. Несколько, 2 или 3 человека я публиковал. Ассаламу алейкум, Башлам. Астхойцами могли именоваться все жители Черных гор. То есть, что Астхой — это все они и есть. Что думаешь? Ну, я об этом говорил, и Руслан Арсенакаев говорил. Но ведь чечен — это аварское слово или нет? Нет, это не аварское слово. Чечен — не аварское слово. Как пытаются это доказать Русик и нарнийские наши утырки, соседи. Ни чечен, ни чачен не является ни аварским, ни тюркским словом. Вот. Я понимаю, ты пытаешься... Я сразу вижу, ты же понимаешь, что я по аватарке знаю, что ты нарниец, что ты создал левый аккаунт, подписался, то, что ты задаешь провокационные вопросы. Это же все понятно, но мне абсолютно не сложно, понимаешь? Ну, ты хотя бы не позорился бы. Ну, это то же самое. Вот ты говоришь про это, да, про Чечен. Я могу сказать, а ты потомок армян Эги? Вот ты конкретно, который мне это пишешь. Ты потомок армян Эги. Ты веришь в это? Если ты веришь, что Чечен или Чечен-Аул является аварское название, является аварское или тюркское село, я говорю, ты потомок Эги. Это такая же правда, как и ты потомок Эги. Если ты говоришь, что Чечен — это аварское слово, значит, ты Эги потомок. Если ты в это веришь. Но что говорит об этом история? История говорит, что это не так. Поэтому мне жаль тебя. Ассаламу алейкум, Башлам, алейкум. Азамат, на связи с тобой, Башлам, был бы интересен формат диспута с ингушским историком. Не понял я. Азамат, Азамат какой? Азамат, дышни Азамат Утя. Я на связи с ним, но имеется в виду, как бы, иногда бываю вместе, не больше, не меньше. На реке Хайтхай. Я кистинец чистейший.
Но ведь я не называю себя аварским этнонимами. Ты кистинец, ты говоришь, я тебе говорю, ну, ты утверждаешь, что ты кистинец. Какое у тебя доказательство, что ты кистинец? И все. Почему ты так нервничаешь? Я нервничаю? Внимание тебе нужно. Женись. Может, внимание жена твоя тебе будет обращать. Дальше вопросы задавайте по истории, если у вас есть. А что касается слова кистинец, не бросался бы ты этими словами. Сегодня кистинцами называть себя могут только те, кто проживает в Пантисе. Не забывай. Вот они кистинцы, а ты уже не кистинец. Сейчас на минутку я приду. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так, дальше. Ну, очень просто. У меня есть башня, склеп, а у жителя Чичанаула это все было. У тебя может быть хоть 10 склепов, потомок Эги. Ну, допустим, у меня есть родовые башни, у меня есть родовое село, у меня есть гора своя, у моего тейпа имеется в виду. Что там есть у тебя, и что у тебя там в склепах находишься, я не знаю, мне дела до этого нету. Можешь позвать археологов, сдать ДНК, посмотреть. Может, в склепе вовсе не твои предки. Ну, так бывает иногда, так бывает. Вот. А теперь давай я тебе смотри. Смотри, 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 как я сделаю. Смотри, смотри. Домой. Мне некогда время терять. Ну вот видите, какие нарнийцы бывают. Провоцируют, заходят, говорят, пытаются что-то сделать, понимаешь? Ну, валейкум ассалам. Как ты с ними будешь отношения строить? Вы же все сами видите. Разве я вообще рассказывал про них? Нет, не рассказывал. Ну да ладно. Ты не в курсе? Ты... Еще раз хочу, чтобы вы понимали. Я не говорю за всех. Я конкретно к этому человеку обращался, который начал разговор с оскорблением. Башлам правду, что есть чеченцы, коренные евреи пришли. Не понял вопроса. Башлам правду, что есть чеченцы коренные евреи пришли. Вопроса я не понял. Башлам, в реале тебе нужна целая студия. Да не студия мне нужна. Мне пару вещей нужно. Но пока вот это, может быть, один Истангот, один брат мне дал идею, говорит, Ибраим тоже загорелся этой идеей сделать Истанг хороший с ареалом проживания чеченцев. Вот. Это камера, подсветка, ноутбук, жесткий диск, флешка. Ну, может быть,
микрофон хороший. Малые вещи, но студия не надо, как говорится. Место для студии есть, я комнату приготовил, все сделал, но, как вы понимаете, я много чего задумал, но не получается у меня, к сожалению. Много раз говорили об этом, но хотел бы спросить на сегодняшний день. Известно, кто конкретно или представители какого народа захоронены в этих курганах, которые разбросаны по всей Чечне? Нет, конечно, неизвестно. Конкретно, когда начинают, я так понимаю, во время завоевания, вполне возможно, что это после Тамерланова, это кочевые племена. В курганах обычно хоронили только кочевые племена. Это могли быть только они. Это могут быть потомки нагайцев, то есть воины нагайские, которые здесь в свое время заполонили полчища, когда были мы в горах. Это могут быть калмыцкие кочевники, которые приходили. Поэтому особенно Наурский район, Шилковской район, однозначно. Что касается здесь, некоторые курганы, но говорили, что это якобы от нагайских ханов, которые завоевали плоскостные территории, что это их какие-то военачальники похоронены. Никто однозначно сказать не может, потому что у нас, к сожалению, процветает вот этот чернокопатели, и мы теряем реальную историю благодаря этим. Хотя это все узнать и зафиксировать было бы великолепно. Башлам, как считаешь, Орстхой в древности могли включать больше тейпов, чем сегодня? Ведь они многих чеченских образовались, Арсенакаев говорил, и от наших тоже. Орстхой быть больше не могло, Орстхоевский. Входить в состав орстхоевских фратрий были многие разные тейпы. Это однозначно. Почему? Потому что у них даже ДНК не одна. То есть орстхоевские тейпы это не одни тейпы. Они не являются друг друга кровными, едиными. Они разные, не забывайте. Есть среди них L3, есть J1, есть J2. Есть среди них, если я не ошибаюсь, и Q есть среди них тоже. И есть еще даже G2 есть, даже если я не ошибаюсь. Поэтому это не однородная масса. А ходили ли в эти орстхоевские тейпы? Само собой, это было элитное подразделение, которое защищало наши Черные горы. Это предгорье, и следующий был вот первый защитный слой Черные горы. Вы знаете, да? Начиная от Ачхой-Мартана и заканчивая там, грубо говоря, Курчалоевским, если я не ошибаюсь, или Нажаюртовскими горами. И Арсенакаев, я вам показывал карту, сейчас, к сожалению, у меня, их сейчас посмотрю. Я много хотел перенести в село, чтобы там, я думал, что я там буду заниматься этими работами, точнее. Давайте сейчас я вам поясню. Карты я еще не все перевез. Благодаря нашим подписчикам, которые донатили, мы немножко карты у нас есть, но да. Ну, смотрите, чтобы было понятно. Видите, всем видна эта карта, да? Смотрите, цвет желтый, видите, это желтый цвет. Вот. Это карта ЧАССР. Ну, вот этот кусочек можно убрать, это Ингушетия. Вот этот, видите, с края. Маленький кусок убираем, остальное Чечня. Так вот, вот эти желтые число, где желтая линия, написано четко. Начинается, эти Черные горы начинаются от реки Асса и заканчиваются, эти горы заканчиваются, последнее село, где эти горы заканчиваются, это Сесен, селение Сесен, Нохчичу. Вся эта гряда желтая, это вот линия до следующий там хребет, он называется Пастбищный хребет, и самое коричневое, вот, чтобы было понятно, вот здесь проживали Орстхой, везде.
То есть это фратрии, которые защищали глубину нашу, историческую родину. Вот эти уже пастбищные считаются, а вот эти коричневые, это уже Большой Кавказский хребет. То есть это местность, где находится Нашха, Галанчож, Шарой. Вот видите, вот эта часть. Это все вот наше высокогорье, где скрывались. Это на границе с Грузией получается. Вот это защитная линия. Это защитная линия, где находились и проживали Уарстхуай. Без разницы, к какому тейпу. Я так понимаю, Уарстхуай, они как защитники, туда отправлялись лучшие и самые сильные сыны в эти фратрии. А зеленая, это уже считается все плодородная плоскостная территория, чтобы было понятно. Вот это физическая карта ЧССР еще, кстати, чтобы было понятно. Смотрите, низменность, равнина, это до 300 метров высота на этой карте. Черные горы, в котором проживали, мы говорили, которые жили в основном Уарстхуа и по Руслану Арсанукаеву, где я согласился с ним, это невысокие горы, возвышенности и возвышенные равнины. От 300 до 1200 метров возвышенность. Это черные горы. Вторая, средние горы, это которых мы говорили, пастбищный хребет, это Нашха, это Шатой, это Итумкали, то есть не полностью вверх еще. Это расстояние, средние горы, это от 1200 метров до 2400 метров. Самые высокие, имеется в виду, высокие горы, они тоже, это Итумкалинский, это частично Галанчожский, Джейраховский район, но это в то время еще мы были вместе, но если наши брать, это чисто Итумкалинский, Галанчожский, Итумкалинский, Шаройский районы, это вот непосредственно, нет, Казиной Ам они не затрагивают, вот Шаройский район, вот они считаются самыми высшими. И есть ледники, ледниковые горы, на которых ледники, они тоже у нас есть, и они Тибулустма, и вот прямо по границе с Грузией, прямо такая линия идет, самые высокие горы. Вот такие вот горные хребет, которые и общество, которое проживает. Я же вам поэтому рассказываю, для чего вот эти карты, все остальное. Чтобы было наглядно понятно, сейчас я вам покажу. Чтобы было понятно. Сейчас. Я вам показал карту, да, честно. Вот карта. Вот карта. Вот карта. Все желтое, оранжевое, это Чечня. Нохчичуя. Вот это розовое, вот это Ингушетия. Вот это пригородный район. Вот эта часть, красная линия, видите, вот это? Вот эта часть, это Малгобекский, Карабулак и все остальные, вот эти 8 селений, которые отданы в 2018 году, вот что, как братьям, спорные территории. Вот эти спорные территории все переданы Ингушетии. Вот эта часть, которая была украдена в 2009 году, ее вернули. На самом деле территория вот такая, вот она, реальная территория Ингушетии. До 1934 года она была вот такая, вот розовая, чтобы было понятно наглядно. Это не я говорю, это говорит история. Так, по Уарстхуа я ответил. Башлам. Имел в виду, есть такой тейп, корни которых евреи, просто слышал, не знаю, правда ли нет, неправда. Это обычно называли такие тейпы, которые меньше хотели воевать, больше хотели маслаата, тейпами там евреями называли там Чертуай, Шуануай. Но это все на уровне сплетен, сказок, это неправда, конечно же. Ассаламу алейкум, Башлам. Имеет ли какое-нибудь отношение тейп Чермой к уже несуществующему селению Чермах на западе Чечни? Нет, не имеет. Чермой, тейп Чермой, Харачуай, Эльстаншхуай, Чунгурвай. Это все тейпы с одним корнем и одни цабух больше. Сам тейп Чертуай Чермой появился от названия своего праотца Чермах. Не от селения Чермах.
А Чермо Халацунце и от него появилось. Это, кажется, 14 или 15 прадед, праотец Тейпа Чермой. От него пошло название. А единый ствол ваш общий, я вам сказал, там Чунгруай, там Чермой, там Эльстанчхуай, там Харачуай. Вот это все, они как L3 идут, и это единая семья. Вы же извините, там, чтобы Цанна Ноуца, да, это Шабеш, Ишнох, Чебу, Цундера, вот как есть. Так, карту убрал. Так, в чем разница между Ламро и Ламанхуай, Диего Гарсия? По идее, это синонимы. Но есть легенды, есть предания, рассказы старейшин. Они говорили так. Я зафиксировал один из полевых материалов. Я его опубликовать никак еще руки не дошли. Они говорят, что правильно говорить и не пришлый термин. Ламруай, что это пришлый термин. Так назвали когда-то, некогда, те, кто пришел в наши горы, переселился временно, а потом остались здесь. А настоящий термин правильно говорит ламанхуай. Ну, многие сейчас с этим, это спорный вопрос, начнут не соглашаться. Но по полевому материалу все, кто называет ламарой и так далее, считается, там говорится о том, что они якобы, опять же, это только как устные пересказы, передачи, конкретно доказательства этому я не нашел. Точнее, вот этот автор сказал конкретно там историю. Считается, что правильно говорить, если вы автохтонный народ, чистокровный, то есть не пришлый, надо говорить ламанхуай. А пришлые назывались ламарой. Ну, от чего? Ну, они говорят, что это были якобы когда-то переселившиеся армяне сюда. Вот им разрешили поселиться, они потом расплодились и так далее. Ну, опять же, это на уровне разговоров. Вы по профессии, кто интересно, Диего Гарсия. По профессии, если ты говоришь мою специализацию, у меня первое высшее образование это история и юриспруденция, то есть историк профессионально, первое высшее образование, административное управление. Я профессионально занимаюсь и тем, чем я занимаюсь, социология, политтехнология, история, такие направления. То есть я с этими, НКО, не НКО, это все я знаю. Это говорю я. Ассаламу алейкум, сахавиа, юхдийцан шадек хит, ся юхдийцаду. Башлам. И урарту государство и государство, и что они из себя представляют, жимеозит еще. Про государство Урарту, думаю, многие знают. И так, в принципе, оно есть написано. Это считается одним из централизованных первых государственных устройств. Самые злейшие враги их, воевавшие с ними, это ассирийцы. Если вкратце так пробежаться, считается, что спорный вопрос. Отсюда туда ушли наши, некоторые говорят, или оттуда мы перешли, за Кавказе говорят. Но факт остается фактом, что это одно из первых централизованных государств, мощных, богатых в свое время. Но были большие проблемы. Они все время воевали, что характер этого древнего народа, конечно, немножко напоминает. Они все время воевали, но внутренней политикой они поставили народы, которые поработили. Не забывайте, это времена джахилии. Сразу же, что касается их религии, я могу рассказать, но оно не нужно. Имеется в виду, для профессиональной истории, конечно, может быть, это и нужно, тот, кто хочет знать. Но это времена, когда они были самыми, что они есть, большими язычниками. То есть там вот эти львы каменные, там очень много
извращения. Ну, я не хочу, это оккультная тема там. Вот, поэтому я думаю, что аудитория не готова к этому. Кто захочет, может посмотреть в этом, про это государство, то есть религиообразование, язычество, то, что государственное устройство было само сильное, хурито-уральское или урато-хуритское государство. Я его единым целым называю, что одно от другого не отличались. Правители, опять же, были цари, были рабы, все это как бы для древнего государства оно существовало. Оно было в конце концов, в принципе, разбито внутренней раздробленностью, то есть рабы, которые были захваченные, то есть захваченные народы поблизости, которые, они входили в состав, они строили там внутреннюю, грубо говоря, кухню, и они, зная, что это государство не их, и их завоевали, они расшатали и фактически ее уничтожили. Войны они вели повседневно, в основном самый главный противник были ассирийцы. Были победы и за нами, как говорится, были победы и за ассирийцы, метанийцы, там разные народы. То посмотрите, там по соседству были те же самые с урарту-хуритами, были по соседству хатты, хетты их называют. Они праотцы наших братьев сегодня по соседству то, что живут адыгов. То есть адыги считаются их потомками. А мы считаемся потомками урарту-хуритов. Ну или как там назвать правильно. Это древняя история, это местность как раз таки Шам, шумерская местность, так сказать. Вкратце, если сказать это так. Это вот не просто там очень... Как вам сказать? Сейчас, минуточку. Если не ошибаюсь, у меня... Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Я же, как Баркал, говорится, всем спасибо. еще тот историк. У меня всегда чему-то есть свои подходы сейчас. Ашка рудается, ты ж. Цекари. Твари, бацаму. Так. Так, сейчас постараюсь. Сейчас, Предняя Азия, шумеры. Ну вот 160-е, да? 160-е. Сейчас, минуточку, подождите. Сто 160-е. Ну вот смотрите, если допустим, шумеры при третьей династии Ура, или Ура, законы Урнаму. Урнаму основатель третьей династии Ура, около 2192-2094 год до нашей эры. Текст законов написан на позднешумерском языке и дошел до нас в двух копиях. Шам, Бошик, Шумер, Бога с этой области как раз таки. Тексты сильно повреждены. У нас в двух копиях глиняных табличек тексты сильно повреждены и потому изобилуют лакунами. Начало разрушено Урнаму, могучий воитель, царь Ура, царь Шумера и Аккада в стране ежемесячно 90 гур зерна, 30 овец и так далее и тому подобное. Когда Анималь и Нанны царствовал, Ура вручили тогда Урнаму, родному сыну Нинсуну, слуге его любимому по правде справедливости, дали ему
Намахани, Энси Лагаша, корабль Магана для Нанны, могущественной Нанны, моего владыки, я вернул Ур, дал ему там воссиять. В то время в поле... Ну, то есть, сейчас здесь зачитать, это нужно заниматься историей Древнего Востока. Здесь, если человек совершил убийство, он должен быть убит. Это законы. Если человек совершил разбой, он должен быть убит. Если человек лишил свободы другого человека, он должен быть заточен в тюрьму и должен отвесить 15 сиклей серебра. Если раб, рабыню, которую он полюбил, взял в жены, а затем ему была дана свобода, она не должна покинуть дом. Если раб, освобожденную женщину, взял в жены одному сыну своего господину на службу, он должен поставить сына. То есть это для того времени является одним из передовых законов, которые были в государственном устройстве. То есть это даже не все династии, которые были. Здесь династии существовали. Если я не ошибаюсь, полностью разрушено Уральское государство было то ли в 6, то ли в 7 веке до нашей эры, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Шейх Мансур пишет: Башлам, сами грузины появились на Кавказе в 3 веке до нашей эры, а земли чьи были, получается? Что думаешь, Шейх Мансур? Я не думаю, об этом говорят, что эти земли были пустые. Потому что это считается время как раз таки после потопа, уже когда начала вода спускаться, вот в это время заселили. То есть никого не было на этих землях, и поселились, и мы, и грузины поселились именно тогда, когда никого здесь не было. Дальше Хамзат пишет: Башлам, правда, что чеченцы, у которых нет своих горных мест, башенных комплексов, не считаются коренными чеченцами, не в обиду равнинным чеченцам? Во-первых, нету равнинных чеченцев, чтобы ты понимал. Правда, то, что ты говоришь, это не мои, это считается адатом и правилом, одним из основополагающих правил. Если у него нету родовой горы, нету селения, нету там, грубо говоря, башни. Ну, башни были раньше у всех, но из-за войны уничтожили там гора, село и так далее. Оно считается пришлыми. Вот, это не в обиду кому-либо, это не должно быть обижать. Но не забывайте, что началось все от 13 тейпов, некоторые говорят, потом доросло до 63 уже в 19 веке, и сегодня 21 век уже за 170, 180 или там, некоторые говорят даже 200 тейпов. Я хочу, чтобы у вас было понятие: 300 или 200 или 170 тейпов не потому, что они пришлые, нет. Там есть пришлый элемент, и он небольшой. А потому что начали тейпы размножаться и делиться на гары, неты, и начали называть, вот от общего корня начали кусок отращиваться. И само собой, чем больше размножается, тем больше расходится. То есть корни расходятся. И поэтому, если ты начнешь хорошенько ковыряться и найдешь свой общий корень, само собой ты и найдешь гору. Одно дело, что есть те, которые не отходят от первоначального главного тейпа, и им проще намного. А те, которые не ищут, то есть откололись и хотят быть независимы, к сожалению, теряют корни. И это сложно, конечно, доказать завтра, что ты, извини меня, являешься коренным нахчо и так далее и тому подобное. Ну, ты написал не в обиду равнинным чеченцам. Обиды не может, нету равнинных чеченцев. Все нохчи, они с гор, они все ламанхуай. Если они ламанхуай, они спустились. Какой бы ты тейп ни назвал, чисто нохчи, у него должна есть своя гора, есть от кого произошли. Если ты откололся от кого-то, вот от этого тейпа мы отошли, вот так. В основном сейчас есть, конечно, тейповое древо у многих, поэтому этого ничего такого нету при размножении. Все мы пошли от Адама с Евой. А сколько сегодня в мире народов, языков, государств, посмотрите, и тут ничего такого нет. Ассаламу алейкум, Башлам. Если у нас что-то связанное с албанцами, не уж сильно похоже на албанцы, если ты говоришь про европейских албанцев, нету ничего общего. Если ты говоришь про кавказскую Албанию, да, мы взаимодействовали. Это те же самые лезгины, рутульцы. Там еще есть некоторые, в Дагестане некоторые нации, которые входили в Кавказскую Албанию, ну, включая и нынешний Азербайджан.
те народы, которые проживают в Азербайджане. К этому албанскому царству мы имеем отношения, мы помогали, взаимодействовали, об этом есть достаточно работы, и многие наши ученые работают по этому. Что касается как раз таки с Гаргареями, это имеет взаимоотношения, взаимоподдержки. Хотя, опять же, представители албанского царства, особенно лезгины, как же их... Это дагестанский народ, сейчас я название их забыл. Есть табасаранцы, еще один народ. Они себя говорят, что мы прямые потомки Гаргареев. Но на самом деле, я так понимаю, Гаргареи помогали албанскому царству во время военных действий. Так, по крайней мере, написано. Там есть 2-3 версии, которые себя... Гергерстег — это родные люди. Лезгины, допустим, те же самые леки, лезгины, они являются нам близко родственными, они являются автохтонным народом. Само собой, мы могли с ними граничить и помогать друг другу. Еще до того, как появились здесь какие-то там разные другие народы. Ладно, не будем обижать и что-либо говорить о них. Так, ассаламу алейкум, с албанцами. С европейскими албанцами ничего не имеем. Разная культура, по дерзости, по бандитизму, если ты только имеешь в виду. Так, они, наверное, не всегда были язычниками, может, был период единобожия. Максим, я не знаю, там не написано, что они были единобожниками, маловероятно. Хотя пророки, возможно, были там, но кто, я не могу сказать. Башлам, дакабуха это чосю, дакабуха это чосю, дакабуха. Омар гала сун цаюсь дакабух. Может, я как-то неправильно ты написал, я не знаю. Мужухоева нет, я с ЧР. Ладно, так дальше. 6-7 век до нашей эры. Так, тысячи и тысячи лет это невозможно. Вопросы я не могу. Башлам, расскажи по-братски тейп Ялхой. Про Ялхой я рассказывал. Ялхой тейп, наш махоевский тейп, там 2 версии. Родовая башня, вышли из Нашхи, то же самое. Башня восстановлена на одном из... Они считали, что они жили на границе. С одной есть 2 версии, опять же, это полевой материал, кто кому верит. Одни говорят, что они собирали некую подать с людей, другие говорят, что у него было 6 сыновей, он был на границе, и от этих 6 сыновей Ялхуай аль-Цунах хадерду о, цац больше, поэтому каждый выбирает. И у нас появился 3-й человек, который сегодня задонатил. Это Адлан. Это первый человек, который задонатил, и 2-й раз он повторился. Адлан дал си дуэль, дал са дуэль, адаятный. Буддистник эзашка судолитил. То есть 2 человека у нас, те, кто сегодня задонатил. Я думал, еще другой кто-то задонатил. Вот. Что можно сказать? Большой тейп, не маленький. Ялхой достаточно большой тейп. Ареал расселения, их очень много в Гилдагене. Ялхой шей ламбу, ялхой шей юртю, имеется в виду Баую, это я вам сказал. Кажется, если я не ошибаюсь, то ли вместе с Алруей, то ли чуть позже они спустились с Нашхой. 600 или 700 лет тому назад спустились они с Нашхой, считается. Вот. Версии 2 я вам сказал уже, сами уже. Я не буду влазить. 2 версии, обе, кто как выбирает. Были ли они те, кто занимался сбором налогом, или были они те, кто там у 6 сыновей, это каждый на свое усмотрение. Это такая тема про тайпы, это очень всегда сложно. Почему ты не хочешь там никого обидеть и задеть? Агульцы, кажется, агульцы или нет, на убарме чувствуешь, может, агульцы. Урарту в каких территориях располагалась? Я же говорю, я же рассказал. Нынешнее это Нагорный Карабах,
Это Ближний Восток. Улица она сегодня, правильно. Ближний Восток, Тюмячукса, что в этой области. На Ближний Восток, Нагорный Карабах, в этой, кажется, что имеет такое. Азербайджан. Сегодня это территория Азербайджана, Армении и плюс еще прилегающие к ним государства, какие там есть уже ниже. Карта у меня особо делаешь. Сейчас я постараюсь. У меня вроде бы была здесь карта. Урартийская карта была. Ну, для чего любой человек, когда спросит, показать, где было Урарту. Удины Башлам. Да, кажется, Удины, правильно. Удины. Не исполнил, шейх Мансур. Удины, правильно. Удины говорили, что они являются прямыми потомками гаргарейцев. Сейчас я постараюсь вам показать. Абсолютно верно. Это были Удины. Так, сейчас я вам постараюсь показать Уральское государство. Карта у меня сохранилась вроде бы. Я когда публикую, чтобы много места не занимало, удаляю его. Вот. Мне вот, знаете что, пока я вот сейчас смотрю здесь, здесь целый ролик есть про Урарту, который я публиковал. Мне интересно, вот они реально, вот зашел этот нарнеец, он и начинает говорить, вот реально, они думают, что когда они рассказывают вот эту чушь, люди им верят, из-за этого их блокируют. Наверное, он поэтому думает, да? Если я не ошибаюсь. Вот и карта Уральского царства. Пхамтой, Шатойский кластер, конечно. Про Пхамтой я тоже рассказал. Я не знаю, вы зайдите на мою страницу в Инстаграм. Там чуть вверх поднимите. Пхамтой — это Шатойский кластер. Это чистые шатойцы. Есть легенда. Пхамтой, Хаккой, Саттой. Что это 3 брата. Есть родовая... сейчас они нашли фундамент, наши археологические раскопки провели. Пхамтой нашли свою родовую башню. Так у них была общая Саттош, Цабауэрцер. Сейчас они нашли полностью фундамент, сделали раскопки, нашли там захоронения. Не знаю, восстанавливают они или нет, но вот они сейчас думают, что Пхамтой будут восстанавливать. Ареал их проживания это в основном Шатойский, Йок-Атах, Чечин и часть Грозного. Я знаю, что там проживает Пхамтой. Некоторые, по крайней мере, пытаются их прописать к уарстхоевцам, но, опять же, это Черные горы, и уарстхой, они их и Пхамтой, и Хаккой приписывают к уарстхоевцам. Но это, как говорится, очень сильно притянутые за уши, якобы они произошли из Галашки, нынешней Ингушетии, якобы оттуда произошли. Ну, это, опять же, на уровне, так говорится, легенд. Сейчас я постараюсь. У меня карту тоже уберу. Сейчас. Столько карт, столько информации у меня. Просто... Вот это грузины мне прислали. Карту. Так, и кто-то у нас еще задонатил. Это наш друг, брат Адык, Руслан Битоков. Не Бузурстанов, а Битоков, он пишет. Руслан Нальчик. Руслан, дай Аллах тебе большое баракат. Пускай все, что у тебя осталось, приумножится в 1000 раз. Вот это мне прислали грузины.
прислали такую карту. Само собой, я так понимаю, что это более такой современный лад, я не знаю, чтобы никого не обидеть, походу они сделали эту карту. Но она под собой имеет ли обоснование, очень сложно сказать. Я так понял, по государству они сделали их, какие государственные устройства были. Так. Да, и пока я рассказываю как раз таки, Пхамтой, в принципе, не такой маленький тайп, с Нейнаню, Пхамту, это мои родня, как говорится, поэтому люди именно этого типа очень доброжелательные, очень мягкие и очень стремящиеся к справедливости. Вот. Что, конечно же, не забывайте, что один из легендарных и любимых мною наибов имама Шамиля, Батуко, был из тайпа Пхамту. Я встречался с его прямым потомком, делал видео, ездил в селение Пхамитой, Пхамтой Лантяхила, Пхамтой Юртахила, Междгяхила. И вот встречался с прямым потомком Батуко. И он реально настолько похож, вот та картина, которая есть у Батуко, это просто не передать словами. Мне, походу, по 2 раза приходит сообщение опять от Руслана. У меня была еще одна карта с Урарту. Хотел вам показать его, но... Смотрите, вот территория Урарского царства. Если вдруг кому Пашлам, кто некоторые? Ты сам говорил, что Пхамтой Урарство. Я сам не говорил. Я, опять же, и в то время констатирую, и сейчас констатирую. Некоторые Орстхуай там пытаются сказать, что они являются Орстхуай. Но никаких подтверждений документальных не найдено. Пхамтой, Хаккой, Сеттой являются чисто шатойцами. Они не пришлые, они имеют свои родовые башни, они имеют свою гору. Поэтому я этим рассказам не сильно верю. Верить одно дело, конечно, но они, если я не ошибаюсь, в основном они L3. Вот. Я, хай, Ильяс, мой кистинский брат, Хельдеяро. Заборзю Ильяс. Таппалва мой нир бадык дич. Он у нас. Карумя нир махцуна Ильяс. Цундер вой нир махцуна. Вот, прислали сегодня картинку. Как вам? Видите? Опять же, видите карту? То есть то, что отдали, они заценили. Приписали. Но то, что вернули, вот красные напротив прям пригородного района, они к себе говорят, что у них отобрали. Вот такие вот достойные люди. Так, сейчас хотел вам показать другое что-то. Меня спрашивали, какие селения
остались бывшие Чечни, а теперь остались в Грузии. Чтобы было вам видно, на карте, видите, селение Мутса, Шинди, вот эти селения, это они входили в часть Чечни. Сейчас они находятся в Грузии. Раньше, еще во времена Терской области, они были территориями Чечни. Это карта Терской области. Сейчас современная карта показывает, что они уже там 2 или 3 села, кажется, в Грузии остались. Ну, сейчас вопроса о спорности этого нету. Это когда-то было. Сейчас этого нету. У нас спорных территорий с Грузией нету, по крайней мере. Так. Так, сейчас. Сейчас. Хотел что-то показать вам. Вот это тоже прислали, грузины прислали. Это грузинская карта, как вы видите. Это делали не мы, карту. Это вот грузины. То, что сделали, вот одни прислали. Вот. Достоверность, конечно же, мы. Если эту карту увидят, начнут опять же. Ну, вот такие карты мне присылают, отправляют. Я некоторые сохраняю. Это как раз таки из грузинской истории, то, что мне прислали. Вот такая вот тема. Вот так вот, как говорится. Надеюсь, я вам ответил на вопрос. Про Уральское государство. Дальше. Задавайте вопросики. Дальше. Вопросы. Смотрите. Башлам, сегодня увидел ролик в Фейсбуке про армян и Урарту. Да, есть такое. Смотрите, много вопросов были бы. Как уже указывалось, Панкийское ущелье соединяло горы с равниной, по которым протекала и протекает река Алазаня. Оба берега ее были густо заселены. В определенный период истории набеги и вторжения внешних сил опустошили его и превратили в непроходимые леса. Это как раз таки о Панкийском ущелье до того, как переселились туда. Не забывайте, эту книгу как раз таки написали Маргашвили. Они представители Панкийского ущелья, если я не ошибаюсь. Царь Язенишо. И здесь очень много нового интересного. Здесь прямо пофамильно. Дальше. И я даже половины не прошел того, что, как говорится, есть касаемо истории, которая в Грузии. Здесь
Берзашвили отмечает, что Кахетии в результате неоднократного нашествия Шах Аббаса была сравнена с землей. Это он говорит о Кахетии. Около 100 тысяч кахетинцев были перегнаны в Иран и поселены в различные районы. Кахетинская земля вымерла, за исключением нескольких сел. Такое опустошение Кахетии дало возможность других племен заселить оставшуюся без жизни территорию. Вот так вот. Так, дальше вопросы. Башлам агент Вумамбах Юкхец Белакиев. Белакиев Мило. Я знать не знаю, кто это. Агент. Чего агент? Истории? Если только так. Я тебе скинул ролик, Башлам, не знаю, слушал ты, нет, дагестанский историк. Я так понял, говорит, раньше не было понятия Чечня, все, как Дагестан считалось у русских Дагестан, они знали так, как его покоряли. Ну, я тебе скажу, таких роликов тупорылых, в принципе, очень много. Дагестан, само понятие появилось в 1921 году. О каком Дагестане может быть вообще речь? О чем вообще может идти речь? А что говорит здесь у меня? Я не знаю, честно сказать. Если до этого не было, знали только покорение, что такое знали, покорили Дагестан, ну, не знаю, тогда куда имам Шамиль ушел? Он в Дагестан ушел, что ли? Нет. Была ли Чечня вотчиной имама Шамиля? Нет, не была. Посмотрите, прочитайте Аль-Карахи. Он ушел со своими 3 или 4 сподвижника. Он ушел в Чечню. После 4 лет того, как он был имамом Дагестана, после поражения в Ахульго, раненым, он ушел в Чечню. И сопротивление продлилось 20 лет еще. Поэтому 4 плюс 25 лет Кавказской войны из-за этого считается. Вот. И не забывайте, плюс ко всему этому, 20 лет в Чечне он ушел и через сколько? Даже полгода не протянул. Через 4 месяца фактически ему пришлось уже... Имам Шамиль с войском ушел, говорит, в Чечню. Мегерду. Войско это 4 человека? Ты ему скажи, пускай прочитает Аль-Карахи. Вот. Нет, я не знаю, кто на этой картине. Истанги. Я не знаю, кто это, честно сказать. Я и не интересовался. Просто мне прислали, типа, видишь, эту карту опять нарисовали, что вот это закрашенное красное место, Питандуяль, я это не осуну. Я не знаю, кто она такая, откуда она, и чем она занимается, честно, и дела нету. Мне вот только до нашей истории дело есть, остальное дело у меня нету. Вот когда говорят про конкретно нашу территорию, я тогда уже начинаю говорить, наши, не наши, по истории, остальное... Опять же, те же самые карты, которые прислали грузины. Я же их не публикую, ну, то есть там, где написано ночи. Почему не публикую? Ну, потому что есть ряд материалов. Башлам, ты читал книгу про историю Закаев? Историю Закаев, автор, правда говоря. Нет, не читал. Башлам, эц истангит я егфурай он е ачхои яц ачхояц я. Нету. Вот этот кусок, который есть, который красный закрашен, это Галанчожский район. Ныне это Серноводский район, Мужухоева, если ты это спрашиваешь. Серноводский район. Он вроде не Ачхой-Мартановский, это Серноводский район.
Ахма поселок. Дагестан это позднее название, а истинное название было по-иному. Почитайте стихотворение Лермонтова «Прощание», и вы поймете. Я не знаю. Ну вот все это те, которые там есть в османской карте, я видел, как Таулистан он называется. Может, оттуда в Дагестане взяли. Может, я не знаю, честно сказать. Не буду врать. Оно единым государственным устройством не было. Из разных ханств, княжеств, или как называйте, как хотите, оно составляло там Шамхал-Тарковский, Аварское княжество, Хунзахское княжество там, и так далее. Вот так оно делилось. Waiting Эцеп. Как же я не силен в этом? В чем именно? Для этого мы и собираемся вместе, обсуждаем, помогаем, интересуемся, делимся. Вот. Важно, если мы даже не знаем, важно делиться, узнавать что-то. Запросы на видео. Запросы на видео не приходили. Если придут, я приму. Опять же, не факт, что после этого я смогу бесперебойно вести эфир. Почему? Потому что когда кто-то заходит, это получается, что эфир проводится с России и с Европы. Вот так получается. Из-за этого он начинает немножко глючить. Но я принимаю запросы от всех и отвечаю на вопросы, кому я отказал. Никому. Запросы, если приходят, я принимаю. Если кто-то донат отправил, я говорю, от этого донат пришел. Если с Ютуба донат пришел, я говорю, с Ютуба кто-то отправил донат. Шейх Мансур, Башлам, слышал, что границы сегодняшней Грузии закрепились лишь при Сталине. Нет, не слышал, честно сказать. Так ли это, сказать не могу однозначно. Может быть. Но скажу одно. Теперь я все больше и больше доверяю словам наших предков, которые говорили, что взаимоотношения именно с Грузией у нас какое. Вот в это я верю теперь. Я не рассказываю здесь никому деналы народов, не денал. Я про это вообще ничего не говорил. Что за слова? Ну, то, что они говорили, что Тушети, Пшавихи, Сурети, Сванети, Духабеш, Вейниш, Ашбу Алар. В этом. Помню, 4 года назад, как мой брат смотрел твои эфиры и засыпал. А я слушал тебя на втором плане. Все впитывал, как губка из твоих эфиров. Так, дальше. Цигхал, говорят, ушли они на газоват. Бена Бенаси в своем стиле. Хайвежерш безацхон. Это, наверное, не ко мне. Да, немножко холодно. Ноги начали замерзать. Так, ну поскольку я сейчас пока не постараюсь. Зачем позиции цахайца? Так, катанки per пину. Пину да вартин, да цахватя.
Элиас Уэйса. Про Газават против Гитлера. Да, были такие сказки, честно сказать. Я сам немножко офигевал. За что нас выслали? Надеюсь, это серьезно. С какой точки зрения тебе рассказать? Причины говорили, что у нас есть якобы восстание в горной части Чечни, которые готовы поддержать, начнут взрывать инфраструктуру, помогать немецким, точнее фашистам помогать, гитлеровской Германии якобы готовится из 200 или 300 вообще, те, которые отказались повиноваться советской власти, их назвали, что они хотят там помогать гитлеровской Германии, и что их, само собой, было не 300 или 200 человек, а за 3000. Вот за эти, с точки зрения советской истории, это все было, для чего это сделал Сталин. О, кажется, кто-то задонатил, подождите. Нет, все, прошу прощения. Это нет, это ошибка. Это не донат. Оно было сделано, что причина в депортации была в неблагонадежных народах, которые могли поддержать гитлеровскую Германию, которые могли нарушить поступление горюче-смазочных материалов для советской армии. Вот так неблагонадежные народы. А неблагонадежные, я вам сказал, из-за чего. Ну, конечно же, сюрьма и башла. Сюрьма уют ешь. О неблагонадежности я вам сказал. Вот так и депортировали. Что дальше? Какие вопросы еще? Я есть башлам. Тренажер тебе нужен или велосипед? Для чего? Велосипед неплохо. Тренажер. А правда, они хотели нас утопить, Сталин. Ну, такие сказки я слышал. Нет никакой информации, это чушь собачья. Это чушь собачья. За ноутбук Саид Мухаммад Хайочу ноутбук Норвегия. Просто тот, кто его несет, несет его пешком. MacBook. Павлов. Сидячий образ, да. Что тут уж поделаешь. Здоровье пока есть, альхамдулилля. Сколько хватит, не знаю. Все в руках Всевышнего Аллаха. Это Шевченко, кумир Вун и Сталин. Анзор, не спеши с выводами. Шевченко очень Hildosh Tagун. Мал, всех волны гордаться. Всех волны гордаться. Бено, ты не переживай. Сагат Мадия, Сагат Тавишундацон. Я понимаю, тебе только дай повод. Сонишь палец, откусишь по самую локоть руку. И вот твои приходы абсолютно неуместны. Саид Мухаммад ноутбук больше года не может добраться. Саид Мухаммад,
Да, ну, хоть удочку отправил. Удочка же дошла, и то хорошо. Башлан Тумсу, я не знаю. Я не связан ни с кем. Ты себе уже не принадлежишь, хорошую работу проводишь, да, это был Павлов ДРСХИЛ. Надеюсь, что мы найдем истину, попытаемся, по крайней мере, ее найти. Дикник Хидуданла. Пытаемся что-то. Хотелось бы, конечно, найти золотую середину, но не всегда получается. Не всегда не всем угодишь, но, видите ли, решать нужно, кто-то же должен это делать. Подколы, все остальное, оно всегда есть, было и будет. Поэтому и оскорбления будут. Но факт не изменится. Исследователей есть много достаточно. По крайней мере, были же ребята, которые заинтересованы и работали в этом направлении. Я не знаю, что случилось. Ну, просто-напросто все как один, они отказались от этой деятельности. Честно скажу, отказались. Я спрашивал у них, но финансовая нестабильность, какие-то свои домашние проблемы, они есть и у меня, и у всех есть, но, видать, из-за этого, когда нету поддержки, они отказались. Поддержки, честно сказать, в этом плане, я не знаю, не видел. Да и, в принципе, и в России не видел. Это как с НКО, понимаете? Есть какие-то НКО, некоммерческие общественные организации. Вроде бы ты делаешь больше всех, вроде бы у тебя не такая большая организация и все остальное. Но тебе никогда не дают гранты, потому что ты не приближенный, там, ты не делаешь какие-то откаты и тому подобное. Точно так же и в блогерской сфере. Походу, если у тебя... Ну, я, допустим, накрутки не делаю. Никогда не делал. У меня то прирост идет, то уже убыль идет. Вы сами видели, да? Если бы хорошую накрутку сделать, там, рекламу, и накрутка имеется в виду, это не обязательно добавлять подписчиков. Накрутка имеется в виду, когда рассылаешь по почтам всем, там есть рассылки, они отправляют на топовые какие-то аккаунты, отправляют тебе, подписывайтесь, то есть рассылками автоматически. И люди, которым рассылаешь, и есть некоторые, которые подписываются. Вот эта тема. Все остальное, она стоит там минимально. Там рассылки, сколько они мне прислали. Рассылка твоего никнейма. Короче, 3000 рассылок стоит. 3 или 4 тысячи рассылок стоят 3500 или 3900. Вот такие. Вы должны знать, что многие накрутки, которые делают, они тратят огромные деньги, чтобы раскрутить свой аккаунт. Ну, как говорится, не у всех. Дорога в вечность в Башлам. Не надо пересказывать фантазии сталинских пропагандистов. Причин никаких не было. Немцы даже не оккупировали ЧССР. Вот дорога в вечность. Во-первых, ты мне говоришь о том, что не надо пересказывать фантазии сталинских пропагандистов. Для начала, это не фантазии. Я могу тебе обосновать. Есть документы, есть все. Ты должен понимать, что если нету никакой иной альтернативы версии, то есть опубликованная версия есть такая, ты должен это понимать. Ты можешь говорить то, что есть. Пропаганда это, неправда это. Я же не сказал, что это правда. Там ряд вопросов, там есть фамилии. Ты не видел, я видел эти архивные документы. Там пофамильно записано, какие, с каких сел, где проводились диверсионные работы, и так далее и тому подобное. Что касается немцев, немцы, неправда, что немцы не были на территории Чечни. Немцы были. Они не оккупировали, но немцы были в ЧССР. В то время это уже ЧССР. Точнее, даже на территории, даже сегодняшнее сказать, они были на территории Чеченской республики. Немцы доходили до Наурского района, доходили до Горогорска, доходили им до Малгобека.
А это территория Чечни. До Грозного они не дошли, на подступах они фактически были. То есть фактически Горогорск это, ну, я не скажу так, недалеко от Грозного. Вы знаете, по Сунжинскому хребту. По Терскому или Сунжинскому, как хотите. Поэтому немцы доходили до... И сегодня, если даже, вы знаете, находят археологические раскопки, если в Наурском районе нашли, в Горогорском находят, и того периода и каски находили захоронения фашистов, находили захоронения советских солдат находили на территории Чечни. Не говорите, что они... Да, конечно, они оккупировали полностью, но на подступах были сражения, были, в Малгобеке сражения были. Малгобек в то время это еще чеченская территория. Поэтому не надо говорить, что вот это пропаганда, что остальное. Просто никому вот эта советская история, она для многих, она вот сейчас буквально недавно кажется, что это было, и это неинтересно. Были ли? Да, были. Осман-Губе, что ли, не был? Был. Что заброс немецких войск при Эльбрусе не было? Было. Распространение листовок среди нашего народа было? Было. Я же не говорю, что они поддерживали фашистов, именно те, кто ушел в горы. И они были противниками раскулачивания, они были противниками создания колхозов, там, устройства именно советского типажа. Многие вспомнили уничтожение всех аулия, устазов, которых попали под репрессию красного террора. Но изначально то, что было. Это все было, и говорить, что это не было, это, ну, мы можем говорить, но фиксировано-то это все есть. Уничтожались, обманывали. И царская власть обманывала. И начально, когда пришли первые там красногвардейцы, они говорили, вот там собрали вот это Урус-Мартановское собрание, где старейшинам все говорили. Это все было. И задонатил наш брат Алихан. Алихан дал Саадуэл, Булдиснек, Эзашка Соуду улетел. Дай Аллах. Огромное спасибо тому, кто задонатил. Это Половнина Иводия. А вот от нее огромная благодарность. Дай Аллах, чтобы приумножилось все, что вы помогаете и отправили в поддержку нашего канала. У нас каждая копейка, как говорится, на счету. И ваша поддержка многое значит для меня и для нашего стрима. Вот поэтому была ли пропаганда ли это? Да, пропаганда. Было ли на самом деле все это, имеется в виду опасность? Но это, я тебе поясню, я не оправдываю гибель и депортацию своего, насильственное переселение своего народа. А иначе, какой я сын своего народа? Это страшнейшее, я об этом рассказывал, это страшнейшее событие. Я вам говорю, ни одно событие не может сравниться с насильственным переселением нашего народа. Ни одно событие. Это вне всяких слов и всего остального. Это самая страшная дата в нашей истории. Ни Кавказская война, ни две последние чеченские войны. Это все, оно не является, даже рядом не стоит то, что произошло во время депортации. Поэтому надо это понимать, надо это знать. Вой бяхки дацер, вой гори, ну, кто работал в то время в НКВД? ЧССР. Они доложили, Берия там совместно с Гвишани, со всеми остальными подсуетились, ну и сделали. Там есть еще и другая версия. Я слышал, что якобы Сталин и Берия хотели создать Великую Кахетию, и Чечню, и Ингушетию хотели присоединить к Грузии. Но это на уровне людской болтологии и фантазии. Поэтому не все так просто. Я обязан зачитать официальную версию. Как все было и причины его. А причины такие. Между прочим, я один из первых, кто из блогеров, который заявил и сказал, что никакого белого коня с золотой уздечкой чеченцы не дарили. И есть разоблачение этому. И документы я показывал, кто на самом деле подарил коня и все остальное.
Так что меня не надо упрекать в том, что я якобы пропагандирую или что-либо делаю. Есть доказательства, нужно говорить. Нету доказательства. Версия, гипотеза, идея, я слышал, полевой материал. Все. За то, что он поддержал действия чеченской стороны по возврату той территории, которую они спрятали у себя во время КТО в Чечне. Не понял я, конечно, это в вопросе земель он жестко там разносил их. Это сейчас про кого он говорит, это много моментов, он был их герой. Сразу на их сторону выйдет, конечно, будет те же агенты, это разведка. Везде они, наверное, были. Когда пришла инфа, что так дальше. Давайте говорить про историю. В Моздоке были, мой брат там был, в раскопках людей находили в Ингушетии. Наверное, я про Ингушетию не могу сказать, я только за свою территорию могу сказать. Контакты были, диверсионные группы были, как и во всех регионах, районах России. Наши требовали земли, еще раз земли. Тогда немцы в Моздоке были, бомбили. Но я же говорю, в Наурском районе были, немцы были в Наурском районе, у нас в селении Кенюрт на окраине по берегу Терека на возвышенности сохранились окопы тех времен. Ну вот видите, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, ва алейкум ассалам назад, маваксо, Хазарию создать, я читаю, хотели. Ну, эту версию сейчас мне рассказывают, что якобы хотят уничтожить чеченцев и создать великую Хазарию, хотят евреи. Ну, эти, опять же, это великие заговоры, рептилоиды, всякие инопланетяне, в такие вещи я вообще не... Если бы немцы захватили, мы бы не на... Так, понятно, на Мерседесах ездили, да. Башлам, ты говорил, Моздок был наш когда-то, а Адыгей меня переубедил, что это была черкесская... Это была черкесская земля, абсолютно верно. Я же говорил, что они восстания делали. Но там какая тема? Здесь Моздок это вообще-то крепость, царская крепость. Но не забывайте, и Малгобек был когда-то адыгейскими землями. То есть там многие территории были за черкесами. Но, опять же, по Тереку, если делились, за Тереком Моздок находится, с этой стороны там есть Терская и другие селения. Они переходили автоматически, это и Моздокский район сегодня считается. Основателями там записано, я вам документ публиковал, Моздок наш был Цабас. Одними из основателей этих селений, что там проживали по Тереку, они были, и адыги были, и нохчи были. Но претензии по Моздоку и Моздокскому району, это разные как бы части, по Моздоку она входила в состав Малой Кабарды. Моздок входил в состав Малой Кабарды. Малая Кабарда это и Малгобек, Малая Кабарда это и Псидах. Малая Кабарда это, если я не ошибаюсь, даже, думаю, частично Карабулак. Вот, поэтому адыги тоже правы. Разное время, разные периоды, поэтому нужно с вопросами, как бы, ну, первые восстания сильные были у кого? У адыгов, они начали, ну, кабардинские князья, это и есть адыги. Ну, допустим, возьми тех же нагайцев, нагайцы говорят, что вся степь левой стороны Терека, что это принадлежит им, что это вся великая Ногайская степь, оттуда вот чуть ли не до Астрахани, до Каспийского моря. Они говорят, это было наше. Понимаете? Но опять же, в какое время, в какой период, они-то говорят, что и Ачхой-Мартан, вот эта верхняя часть, где Ачхой-Мартан, Самашки, и часть Ингушетии, вот это плодородные земли, что якобы принадлежали когда-то Ногайскому хану, что он владыкой был этих земель. Опять же, где они и где Ногайская степь. Ногайская степь, да, мы граничили с Ногайской степью, она была чуть выше, и эти карты есть. Да, Далцерма, Инзари, Доклад, Дуцер, Башлам, это Черкеш, Имни, Суяц, Вэй. Анзор, а ты что хотел? Братан, у них были великие привилегии, там. Их княгиня была замужем за царем. Что ты хотел?
Черкесы имели огромную территорию, население у них было огромное. То, что с ними осталось, то, что от них осталось, это вообще ничего. Мария Темрюковна, да, абсолютно верно, Мария Темрюковна, мы об этом зачитывали и в книге Хасана Бакаева по истории чеченцев есть об этом, да. Но они, извини меня, они владели большей плодородной плоскостной территорией Чечни. Беки, черкесские беки владения имели. Нагайцев обратно в свою Монголию отправил. Ну, нагайцев не надо никуда отправлять, их очень маленькие. Они так. Как увеличить численность населения? Пойти в Росстат и накрутить еще 100-200 тысяч. Вайтинг, Айцеп. Попросить, чтобы докинули. Кто не понял, тот поймет, короче. Вопросы есть у ютубовские? Ютубовские что-то у меня пассивный образ жизни ведут. Нет, вопросы, конечно, задают, но вы задавайте вопросы. Если у вас есть, если что-то вам интересно. Ну, это очень радует, что сейчас в Инстаграме 23, 24, до 20 человек, чтобы не сглазить, в прямом эфире. Сколько в Ютубе у нас человек в прямом эфире? Ибраим. Духани, Инстаграм удалите. Да, зря, конечно, многие удалили Инстаграм. Почему? Потому что, в принципе, у нас не запрещено пользоваться Инстаграмом. Просто закачать VPN. Инстаграм работает. Честно скажу, в ТикТоке меня нету. Я создал сперва, но потом, когда мне пошли взломы, а у меня есть там особое, я через определенную тему провернул подключение своего Инстаграма, и пошли взломы через ТикТок, я сразу же удалил, и больше знать ничего, даже ссылку, когда мне с ТикТока скидывают, если не скачанное видео, я даже в программу саму ТикТок не захожу. Это очень габеное, очень ненадежное, особенно для андроидов, у кого есть, под 100 человек, конечно, могут взломать. ТикТок это очень опасная вещь, если у вас Android телефон, я вас сразу предупреждаю. Мою взломали, Башлам полгода не мог ни как зайти, 90 человек. Башлам, во время белых, красных, как обстояла Чечня, были у нас сторонники. Были у нас сторонники и белых были на стороне. Два брата, допустим, Шарипов, Асламбек Шарипов и Майрбек Шарипов. Асламбек Шарипов был на стороне красногвардейцев, Майрбек Шарипов был на стороне белогвардейцев. Были на стороне, Топа Чермоев, Арца Чермоев, они были на стороне Царской империи, Российской империи. То есть они на стороне белого движения, получается. А на стороне красногвардейцев тоже были наши представители, точнее красногвардейцев тоже были. Они говорили, что вот мы земли вернем, вам то, что насильно у вас отобрала царская власть и так далее. Они землей, опять землей. И вот то, что у нас была война, они героизировали сразу же Зелимхана Харачоевского, то есть он был таким партизаном, революционером против несправедливой царской империи. Политика, честно сказать. Играли на чувствах людей. Поэтому у нас были на стороне. Мы воевали и против белогвардейцев. Война против Деникина, мы же знаем. Как бомбили Гойты, как шли сражения, ожесточенные сражения в Гайтах и Алхан-Юрте против белогвардейцев. Мы знаем сражения под Гудурмесом, то, что сражались и вплоть до бомбардировки происходили. Это все было. И что было с красногвардейцами, уже после я тоже сказал. Башлам, твои мысли по поводу аварцев. Есть же мнение, что они во время продвижения гуннов здесь оказались. Честно сказать, у меня нету уверенности в том, что они их называли аварцами. Вполне возможно, до этого хана Авара
с которого они начали называться аварцы, они назывались иначе, поэтому на многих картах они записаны как леки лезгины. Я уверен в этом. Что касается, что во время гуннов они пришли или переселились, маловероятно. Аварцы считаются, нынешние аварцы, не могу сказать за всех, считаются автохтонным народом. Все ли они или нет автохтонные, и как они увеличились, я не могу сказать. Однако могу сказать так, сегодня приписанные к аварцам андийцы и дидойцы, которые являются тоже автохтонными народами, вот их тоже начали называть сегодня аварцами, они не потомки авара, и они не из пришлых однозначно. Во времена гуннов они пришли сказать, я не могу, нет такой у меня информации. Хотя видел, читал и такое. Так. Святой VPN, 90 ничего, нормально на вопрос ответил. Напрямую связь была с белыми. У кого? У нас, я же говорю, была. Башлами, я считаю, все-таки, что выселение чеченцев основную роль сыграли ингуши и бах. Хотя сами пострадали, то есть за их многочисленные доносы, рапорты, хотя с царских времен ингуши выполняют. Не могу сказать, что, что ингуши, как народ нет. Были чиновники, были военные НКВДшники, как же, Хучбаров, или фамилию забыл его, ингуш, он возглавлял, что якобы, я читал эти документы, но ингуши как народ весь не виноваты. Те чиновники, которые были при НКВД, доносчики, что касается доносчиков, этот проклятые доносчики среди любых народов есть, они не самые лучшие представители любого народа. Весь народ я бы не стал обвинять. Да, их выслали, потому что они являются частью нашего народа. Мы являемся единым народом, поэтому и выслали. Вот. А что касается договоренности, подписания договоренности, это их личное дело. Не забывайте, что наши предки на Мехкеле позволили им отделиться. Они сказали, мы отдельно. Все. После этого пускай живут отдельно. С кем заключать договор? С Осетией, с Грузией, с Россией. Это их личное дело. Оставим их в покое. Если они к нам нормально относятся, нам нету никакого дела до них. Башлам, до того, как кабардинцы владели этими территориями на равнине Чечни, кто был зафиксирован на этих землях первыми? Конечно, были мы. Дохчи были. Ты не забывай, что от реки Кума и до Сулака Нохчи бар. Дедойцы и тавлины одни. Тавлины это горцы обозначает. Перевод тавлин, слово тавлинцы это горцы. Так что это одно и то же, конечно же. Любого могут. Там есть некоторые карты, где даже наша территория записана как тавлинцы. Auf Wiedersehen, Баханзор. Бюстей халио жим датоса. Бюстей халио нох. Пишет, я придумался зимой, как перелетная птица, захожу к тебе. Это хорошо. Брат, а на каком мягкое? Брат, на каком мягкеле? Не понял, что за мягкел. Мягкел, типа суд народа, да. Сейчас при динозаврах часть нашего народа. Но когда-то мы были единым народом, да, часть нашего народа цоли. Это и Гильденштейн, и Палас, и Ян Потоцкий, и Штендер, все они говорят, что это часть одного народа. Карабулаки, Нохчи, и Галва, и Ингуши. Не хотят, не будут, пускай. Я сказал, как записано в истории. Кому как нравится. Не хотите быть, да пожалуйста. По мне будьте хоть чингачкуками. Я не переживаю. Сказал, как есть, а там уже выбирайте. Сами хотите быть отдельно. Какая гаплогруппа у Эшбатовой? Дани Шахавов. А насколько я знаю, Q, в основном Q, J2 есть,
L3 есть или нет, я не знаю. J1 тоже вроде бы есть, я не знаю точно. Вот. За всех эхшбатов сказать не могу. Я сам не сдавал. Я не знаю, кто такой Башкой. Мехкел с большой буквы. Тоже название. Актуально всегда. Мехкел — это самый лучший институт. Это парламентское правление. Я считаю, что это идеальное правление в истории нашего народа. Великолепное. Это самое, что не есть демократия среди демократов. Вот. Это самое великолепное правление. По мне. Тахан Цаавац эфиривал. Запросов не было. Не знаю. Я уже закончил, ба. Чего стесняться-то? Если вы сегодня говорите, что вы кистинцы, знайте, что это часть единого народа. Если вы сегодня тянете к себе название Дзурзуки, знайте, что это вы были частью чеченского народа. Какое бы название вы ни брали, это имеется частью. Если бы даже Вайнахия была бы такое государство, тогда бы вы были все равно частью одного единого народа, частью чеченского народа. Почему? Потому что от большего отталкивается меньше. Так не может быть. От меньшего большая часть отколоться и там быть отдельно, так не бывает. От большего откалывается маленькая часть и начинает говорить, что вот мы отдельно. Ну, по примеру, всегда было так. Вот. Германское государство когда-то было единым, потом откололась там Австрия и так далее. Там потом. Таких примеров в истории достаточно. С каждого тейпа должно быть по несколько представителей, так как тейпы уже большие. Не знаю, это уже это мечты, это как бы теория, поэтому 95 арабский клеймо от ин лил чарах цяцволсо. Была ли у чеченцев своя письменность, то есть не арабская, не латиница? Вполне возможно, не знаю, Герман. Мы сегодня не находим его. Только устная речь. Утеряли мы письменность. Утеряли мы письменность. Надеюсь, не утеряем язык. Надеюсь. Да, я живу один. Тишина. Иногда бываю у родственников, я оттуда вот тоже в эфир заходил, вы слышали, да? А так я живу один, одиночка. Пока еще не выслали. Да, кофе, я не знаю. Одну кружку выпил, если я еще выпью, точно не засну. Заспать-то я и так не собирался, если даже сейчас время закончится. Твое слово я скажу сейчас, Бена Бенас. Если трафик закончится, буду читать что-нибудь, писать. Материалов очень много у меня по мере возможности. Поэтому сел сюда, телефон пока не накрылся. Вот, зарядки чуть-чуть осталось еще на подкрепление. Ну, ты же знаешь, у меня ноутбука нету, Бену Бенаси, поэтому я телефон на зарядку поставил. Башлам видео было, где в Чечне было все на латинице. Ты видел? Да, на латинице было. Вот в Чечне использовалась латиница. До того, как любимец Ингушетии Яковлев вместе с Мальсаговым как бы не перевели все на кириллицу. Потом начали использовать кириллицу. Вот это русские буквы. Латиницу использовали, арабский язык использовали. Ну, латиница уже как раз-таки это во времена гражданской войны, я думаю, что в этом периоде 1900, вот,
20-е годы. Это как раз после вот. Латиница, кириллица. Я не знаю даже, что вообще. Все, что есть, то есть. Если есть вопросы, задавайте. Ну, почему? Я вижу, что какая-то аватарка река рука, река рука 3 девятки отправил запрос с пустой аватарки. Я его принял, он не принимается, я не знаю. Хватит создавать какие-то липовые каналы. Создавайте нормальные аккаунты и вас примут обязательно. Вот запрос еще Гагиев, Инг еще какой-то запрос прислал, тоже я принял, тоже он не принимается. Запрос отправили. Сейчас дошло, ну, не принимается. Или у них слабая связь, или у меня что-то не так идет. Башлам, от большого откалывается маленькое, закон физики. Ну, в основном, да. Ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, можно, конечно, сказать, тут сравнить Великобританию и Англию. Но, опять же, Англия не владела всей Америкой. Там частично только владели ею. Если немцам мы коня не дарили и не было предательства, то какова истинная причина высылки, думаешь, вошла? Я сказал же. Там они максимально пытались уберечь. Тут там работало, я думаю, что это работала внутренняя разведка, или как это называется, спецслужбы, которые пытались, видели везде врагов, видели везде то, что могут предать. Гагиев Инг не может присоединиться, написано. Запрос отправили, я принял, но он не может присоединиться, я не знаю почему. Гагиев Инг. Ты запрос отправил, я его принял, но он не принимает. Вот. Они боялись максимально, что может произойти. Я думаю, что там в основном сыграла вот эта историческая роль. Кто был, кто хотел воевать, кто нет. Ассаламу алейкум. Есть видео, помогает старику. Башлам видел, братство есть. Ты про Магомедов, ты про видео, которое в Ингушетии, которые собрали, там, поддержали на костылях, про это ты говоришь? Конечно же, эта информацию я эту знаю. Я слышал звонок, который звонили. Про эту ситуацию я знаю, что там какие-то ночью собрали деньги, пошли, дали на поддержку деньги, а потом начали поднимать разговор, что это для пиара, все так далее. Я не знаю. Бено, ты мой старый брат. Тебе я делаю, как говорится, говорю о твоем приколах и подколах. Остальные новички могут ошибаться. Тебе непростительно. Ты старый волк, как ты можешь допускать такие ошибки? Всемирному потопу веришь? Конечно, верю. Если моя религия говорит об этом, все, что говорит мне мой Всевышний Аллах и мой пророк любимый
пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, я верю в это. Если они говорят, что был потоп, значит был потоп. Я верю в этому. Я верю в свою религию, верю в Всевышнего Аллаха и своего пророка. Без всяких но, зачем, почему. Свято верю и с этой верой умру. Несмотря на все, я в многих вопросах, конечно же, пока нету доказательств, не верю. Это немножко нехорошо может быть, но что касается религии, моего верования, я верю, и никаких сомнений у меня нет. Хотя я, в отличие от вас, много изучал философию и знаю, что есть много вопросов, сомнений, но я на это не поддаюсь, иншаллах. Я слышал, что истинная причина была это создание нового Израиля на землях Чечни. Мы, как неугодные, были высланы, а карачаевцы, балкарцы, как тюркоизированы, нашли... Да нет, конечно же. Опять же, балкарцы, карачаевцы почему были высланы? Не из-за того, что они тюркоязычные. Это неправда, потому что там были кумыки тюркоязычные, у них не выслали. Они выслали, что якобы приняли тоже, опять же, там, немцев и так далее, и тому подобное. Ни больше, ни меньше. У лезгинов есть свой алфавит Кавказской Албании. К сожалению, мы сейчас не пишем, но идем в процесс возрождения нашего алфавита. Ахма поселок. Ну, лезгины наши братья, и мы рады за них, если они возрождают свой алфавит и свою письменность. Это великолепно. Я случайно видел, создание Израиля предполагалось на землях в Крыму. Ну вот видите, сколько людей, столько и версий. Насколько это достоверно сказать никто не может. Почему? Потому что зачем говорить того, что... Я говорю, это каждый народ тянет на себя. Я был на земле и так далее. Ну, чуть ли не так. И я вам хочу сказать, что вот так считает каждый. В Осетию поехал, там они говорили, что все аланы это только они, что все люди первой цивилизации и государства это их. Ну, есть в каждом народе. И такие же есть и среди нашего народа есть. Ничего удивительного нет. Каждый себя считает, и каждая лягушка себя хвалит. Пошло видео новое на одном канале с Ютуба. Там тема насчет башен в Ингушетии. В общем, утверждается, что там некоторые нанюхались и решили новые башни строить, где их помине не было. Я это видео видел, мне скидывали их, я не поднял этот вопрос, потому что это меня не касается. А что касается новоделов, конечно же, ну, вы знаете, самое интересное, самое важное. Во-первых, в Ингушетии не было войны, 2 чеченских последних войн. У них, имеется в виду, не там, никакие архивы не сожжены. В Москве все есть. Где какие башни, где какое законсервировано. Все эти архивные материалы есть в Москве. И если вдруг завтра, послезавтра начнут проверять, ну, мало ли, ну, понадобится какое-то финансирование и так далее и тому подобное, начнут проверять, все станет ясно. Будь то в Чечне, будь то в Ингушетии, Осетии, это все вылезет наружу. Да и плюс старые, опять же я вам говорю, башенные комплексы, построенные 500 или 1000 лет тому назад, это является на сегодняшний день гордостью для самой России. Потому что сейчас новый внутренний туризм, да, им нужно что-то показывать. Вот увидите, посмотрите Дербенту, они говорят там 1500 лет, некоторые говорят 4000 лет, по-разному говорят. Но факт, что со времен Омар бин Хаттаба Дербент существует. Что эта крепость там была, тоже говорят. Но если это все было, видите, есть подтверждение, тут никаких сомнений нет. Что касается наших башенных комплексов, имеется в виду Чечни, Ингушетии, даже той же Осетии, любой анализ, нормальный анализ покажет это. Это глупо врать. Если восстановленное, к пониманию восстановленное, это как? Еще раз вам повторяюсь. Тхабаирды
который считается, некоторые говорят, 9 века, некоторые говорят, с 11 века, некоторые, которые говорят, 15 века, одно из самых старых считающихся комплексов, религиозных комплексов или святыней. Но оно на процентов 30-40 было уничтожено. Есть же фотографии, посмотрите фотографии 60-х годов. Его восстанавливали грузины. Конечно же, вот этот вопрос поднял на самом высшем уровне некий Азеев, имя не помню я как-то, но фамилия Азеев я помню. Он поднял эту тему и при поддержке вот грузинских специалистов восстановили его. Поэтому говорить об исторической, вот прямо, что сохранилось тысячи, это не египетские пирамиды и все остальное. Все зафиксировано в свое время. И редко, что сегодня можно найти того, что не было или не знали в советское время. Очень редко. А материалы архивных загажников все есть. Тем более в советское время редко что пропускали. Горы Чечни усыпаны башнями, развалинами. Ими не сила столько башен. Пашам, сколько лет самой старой башни в Чечне? 13 века, кажется, если я не ошибаюсь, есть башня самая 13 века. Насколько я помню, 13-14 века. Эрзи, я не знаю. Эрзи фейк, нет, я не буду говорить. БРД в Ингушетии находится, в Джараховском районе, если я не ошибаюсь. Цвайпиде находится в Итум-Калинском районе. Башлам, ты слышал такую легенду, что Бхармат Прометей закован в цепях на горе Башлам? Об этом пишут даже иностранные источники в своих книгах. Слышал, но я слышал точно такую же легенду, что он был прикован не к Казбеку, а к Эльбрусу. И такие легенды есть у кабардинцев тоже. Кабардинцев, кажется, если не ошибаюсь. Или у балкарцев, или кабардинцев. Ну, в этой области есть. Цвайпиде — это Мелхиста, это на границе, и Тумкалинский район, это на границе с Грузией. Что вот так вот. Да, вот сам удивлен. 22-23 человека, 2 часа ночи в прямом эфире. Здесь еще в Ютубе, наверное, человек, может, 90, а может, 80 человек. В Ютубе тоже. 100 человек в эфире, то хорошо. Мы не единственные. Да, я же говорю, у каждого народа есть своя легенда. Но как с этими нартами? Башлам, скажи, вот из всех тех изученных тобой в Чечне, что тебе больше всего интересует и хочется изучить еще глубже? Я имею в виду про темы земли или про язык или про сам народ. Меня больше всего интересует, ну, все, что ты сказал, очень важно. Язык у меня, честно скажу, на последнем месте. В первую очередь, это все-таки про сам народ. Второе место про территории. И третье место язык. Вот так бы я поставил. Ну, у нас 2 часа.
Башлам, про существование этих народов рассказывали наши старейшины. Я даже в Ялхой Мохке увидел те огромные камни, которые они перетаскивают. Ну, я же говорил, везде есть про них. 88 баллов. Ну, Башлам, память хорошая у тебя, запомнишь все события. Э, запоминаешь все события. Ну, нормально. 23:54 Европа. Все понятно. У нас уже 02. Через 7 минут будет 2 часа ночи. Поэтому обычно 2-3 часа. Я вот в эфире бываю 3 часа, вот 3-4 часа. Для меня как бы финансово больше не тяну. В основном 3-4 часа я бываю в эфире. Раньше с Канады и с Америки тоже смотрели нас. Там был один брат Рикхо с Канады и один брат США. Они тоже смотрели, всегда поддерживали. Вот их поддержка очень э, ощутима была. В пятницу выходной у мусульман, в субботу у евреев, в воскресенье у христиан. Понедельник революция. Да, я слышал этот приход. Есть такое дело. Пятница мусульмане, суббота евреи, воскресенье христиане. А понедельник это революция. То Джигит 05. Я очень много роликов видел от Джигит.com, кажется, но не 0.5 с этим логотипом. Башлам, кто у нас историей занимается, Минкульт или Академия наук? По идее, должна Академия наук. Но у нас, походу, историей занимается, не знаю, все, наверное, занимаются историей. Так, в кавычках. Академия наук должна заниматься. Минкульт, я не знаю, сейчас занимается ли Министерство культуры этим, я не знаю. Насколько я знаю, там Джамбокс Умар, как его там, Джамбулат Умаров занимается этим, должен заниматься. А Абдулатипов все 3 дня ходит в храмы поочередно, да, автоматически перекрестился, понимаете? В нашей стране точно не те, кто должен. Памятники и так далее в руках Минкульт. Ну, памятники должны быть. Валикум ассалам. Ну, как вам сказать? Информация, которая... Что касается истории, еще раз, я никогда не использую материалы или историю, если у меня нет на то подтверждения. Если у меня нету ссылок. Любой, ты, конечно, для простой аудитории, которая просто так слушает, ты можешь рассказывать все, что угодно. Но если завтра, послезавтра, за твои слова, за твои разговоры, тебе могут, да, есть Аргунский заповедник у нас, тебя могут спросить, а где ты взял данные материалы, отвечай, лулха эфири барита хайсбол ляшач. Во-первых, мне никто не прислал. Некий Гагиев им прислал, я принимаю, но он ничего не действует. То есть не принимает и ничего. Может, по ошибке он отправил. Лулхой. А сад это еще, а?
Понимаете, в чем проблема? Проблема любого историка заключается в том, если ты а, что-либо говоришь или рассказываешь, если тебе завтра скажут, где ты прочитал, где твои ссылки, и ты не сможешь указать, ты, если у меня спрашиваете, вот это, конечно, большая оплошность. Башлам, почему у некоторых мечетях есть изображение звезды Давида? Я задавался этим вопросом. Считается, что это не было еврейским символом до определенного времени. Так я слышал. И плюс он редко бывает. Допустим, звезда Давида считается шестигранным, а мусульманская звезда считается восьмигранным. Четырехгранники и восьмигранники. Два четырехугольника повернутые. Ну, в основном. Это символы, а символы в исламе, допустим, даже звезда, луна и звезда, которую сегодня приписывают, опять же, к исламу, он не имеет на самом деле отношения к исламу. Эти символы были приняты позже, в 19 веке. Понимаете? Башлам, латта ждал дать свои. Улатта ждал дать слушаешь. Нам чужого не надо, свое главное отстоять. Честно сказать. Да, вот поймал хорошо, ты смотрелась. В детстве рассказывали сказки про огромные одноглазые чудовища, бабушки их называли Нарт. Я уже повзрослее узнал, что Нарт у кабардинцев это гигантский богатырь. Да, у нас тоже. Так кто он, Нарт, все-таки? Так мысли вслух. Герман, вообще, если мы говорим нарты, это люди с огромным высоким телосложением. Вот. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что одноглазый... Ну, у нас очень много мифов и рассказов, которые... Башлам, как тебе видео экскурс от Амина Тесаева? Я не смотрю Амина Тесаева и его экскурсы. Вообще не смотрю. Я с ним знаком, мы лично с ним знакомы. Но у нас разное направление и разное понимание, так говорится. По истории я его не слушал. Некоторые материалы я иногда читаю, смотрю вот так скользь, когда мне скидывают вот это, что думаешь, что бы ты сказал к этому. Если я нахожу подтверждение, я соглашаюсь. Если нет, ну, на нет и суда нет. Мне нужны же доказательства на любой материал. Если есть хоть какая-то ссылка, если есть кем-то написано, кто завтра, если мне будут какие-то предъявы, я могу сказать, послушай, вот есть человек, он профессионал, он занимается этой деятельностью, тогда я могу, конечно, ждать. Поэтому ни больше, ни меньше. Zwar ist dann geniert zum der Bach-Assam. Истанге Нарткала. Истанге тоже делать, как говорится, можно все. Да, мне присылали его, я закидывал там, где какая-то девушка сзади стоит и перед ней Истанг. Национальное волночное изделие. Не ногчи, и ова. Вот. Ну, как говорится, бумага все терпит, говорили. Истинг все терпит. Карта, конечно же, очень смешная. С учетом того, что украденное вернули. Не больше иметь маршу, салам маршал, да. Маршу, Цагинатан, куда. Хотя, может быть, маршу это тот же самый Бену Бенаси. Так, дальше. Нарткала, Махачкала, Махач или Хилти, Царасун, маршу, салам маршу, Башлам. Чем расхождение с ними? Да, в принципе, ничем. Я с ними не сотрудничал, чтобы в чем-то расходиться.
как таковой. Почему наши историки, каждый сам по себе, почему нельзя работать вместе? А, Хороший вопрос. Если хотят работать вместе, можно работать вместе. Но что-то желание мы не видим. В нарских сказаниях одноглазые великаны называются Уайк. Уайк. Краснодар, Грозный, Москва. Так, подождите. Краснодар, Грозный, Москва, Ставрополь, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Ташкент, Новосибирск, Нижний Новгород, Иркутск, Челябинск, Самара, Алматы. Нас смотрят. Всем огромный салам. Саид 20 Эфиля Халсан. Не видел. Башлам, а знаешь что-нибудь про поведение, про предание, про того волка, который стоял перед ураганом? Да, конечно, знаю. Мне это предание рассказывала моя бабушка в детстве. Не только мне, но это предание рассказывали моей матери. Ее бабушка рассказывала, дедушка точнее рассказывал. Башлам, ты не знаешь, почему в эфире не выходит Хасан Бакаев? Нет, не знаю. Я знаю Джедда, Баку, Воронеж, Эр-Рияд. Даже так. Это очень приятно, брат Ибраим. Я слышал, что это предание из чеченского фольклора. Абсолютно верно. Это из чеченского фольклора. Верно. Но у нас считается, что непосредственно волк является священным животным, нашим тотемом. Одноглазые великаны, их звали Ямыныж. Яманаж. Видите, везде по-разному. У нас они называются, тоже они есть. Я помнил, как-то было тоже. Потому что аудитория пассивная, потому Бакаев и оставил. Ну, версия. Я знаю, что он есть в этом, в Фейсбуке и очень активно. Ой, безлое, Халарду нас считали людьми-волками. Эту версию я тоже читал. Башлам, нет в исламе символа звезда и полумесяца. Это ширк, который навязали последователи красного флага и языческого символа полумесяца. Я и говорю, во времена Османской империи это и появилось, я это и говорил. Много раз рассказывал об этом. Хасавир саламду. Алейкум ассалам. Дороже. Башлам. Ассалам алейкум. История — это точная наука? Нет, не точная наука. История не может быть. Это гуманитарная наука. Естественным наукам относятся физика, химия, биология. Вот такие науки. А история — это гуманитарная наука. Точная наука и историю назвать нельзя. Вроде бы поднимались подписчики у Хасана, 18 тысяч было. Не знаю по поводу Хасана. Я его читаю, каждый его. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Каждый его. Но у меня как? Я нахожу что-то в книгах, публикую. И вот я все хочу обогнать Хасана, когда нахожу материал. Но я всегда на 2 шага отстаю от него. У него очень хорошая библиотека. Хасан великолепный. Из историков я бы сказал, что он достойный представитель нашего народа.
Ой, поддержки есть, башламсан эфирше есть. Есть пещеры в горах Чечни, в которых обнаружены какие-нибудь древние находки. Есть пещеры. Кстати, насчет пещеры. Хочу сказать вам одну новость, может, многие не знают. На территории нашей Родины нашими специалистами и спелеологами из группы Ламберт была найдена пещера. Ну, сейчас коротко я пробегусь, довожу до вас до сведения, что это великолепная новость. А, Статью написать я как-то еще не догадался, не знаю, почему я этого не сделал, но это я сделаю обязательно после того, как встречусь с Умаром. Вот обнаружили живые существа какие-то на клеточном уровне, не скажу, но то ли какие-то живые существа, короче, вкратце. Маленькие очень, обнаруженные в этой пещере, которых нигде еще никто не зафиксировал. И вот благодаря вот нашим находкам, представителям нашего ногчи-спелеологов и группы Ламберт, они обычно как научный деятель, которые приехали в Москву, дали одному из названий из этих живых существ, то ли микробы, то ли, не знаю, насекомое какое-то, дали ему название. Обычно тот, кто ученый, который занимается этим, находит, ему дают название от его имени. И ему дали, запомните, нигде в мире еще не зафиксировано, найдено на территории Нохчичо, в наших пещерах, дали ему название Умарий от имени Умар. И это для нас очень великолепная и очень хорошая новость. Умар наш брат, наш возглавляет спелеологов Чеченской Республики. И для нас это, для тех, кто не знает, это великолепная новость. Поэтому вот так я хотел поделиться с вами об этом. Ну, статью, думаю, тоже я напишу все-таки. Да, сделаю. Я президент Карабулаки и скоро деоккупирую, говорит. Пошла. Если Аргунское ущелье ведет сквозь черные горы аргунских чеченцев, могли называть Арстхуа. Я немного запутался. Я не понял вопроса твоего. Башлам, если Аргунское ущелье ведет сквозь черные горы, да, ведет. Аргунских чеченцев могли называть Арстхуай. Я немного запутался. Послушай. Арстхуай или Арштхуай. Кстати, кумыки не с лучшей стороны переводят это слово. Арштхуай, они говорят, это платившие дань в переводе на их языке, что я не верю, в общем, вообще. Имеется в виду, не верю не то, что там это название совпадает, просто подмяли под себя, кажется. Что касается Арстхуай или Арштхуай, всех, кто вот по этой гряде жил, они могли называться этим названием. Это вот то, что это сегодня осталась часть от этих людей и носит это название, это не обозначает, что только они это носили. Они, все, кто проживал в области Черных гор, вполне возможно, их назвали как определенное сословие, и каста их называли арстхоевцами или аштхоевцами. Дани Баксан, Хасан Бакаев – это один и тот же человек, я так слышал. Я не буду говорить этого, пускай Хасан сам скажет это. И тут мне вспомнилось все фильмы про вскрытие гробницы в Жуке, Скоробей и вам без детства последующее. Эти древние насекомые. Это древние насекомые. Между прочим, я не шучу, я вам реально говорю. Это реальное открытие, и это великолепно. Уже в научных журналах это издание есть, если я не ошибаюсь. И Умар сам не говорил даже назвать. Но дело в том, что эти ученые сами зафиксировали и назвали его Умарий. Для меня это очень важно, это очень круто, что на территории Чечни в наших пещерах найдены эти насекомые или жуки, я не знаю, что они там нашли, и назвали его в честь нашего чеченского ногчи-спелеолога Умара. Поэтому я думаю, что это
что это очень хорошо. Постараюсь даже взять интервью у Мара, если получится, при встрече. Я не знаю, вот запрос отправляет некий там раскрутка или что там. Я принял, но он не принимается эфир. Здесь у меня стоит запрос, отправленный некий принять Гагиев Инг, написано опять же. Принимаешь, опять нету там ничего. Оба запроса я принял. Не показывает. Не знаю, почему не показывает. У меня интернет стабильный стоит вроде бы. Трафик у меня тоже есть. По крайней мере, еще пока есть. Написано, река Рука 3 девятки не может присоединиться. Да, слышал Башлам, возле Люэльцу. Если надо будет их на выпас, скажи ему, тут у нас есть выгонщики древних буйволов. Видел я этих выгонщиков древних буйволов. Вот опять вы, конечно, я понимаю, Джузи, моя сестренка, ну вот вы не воспринимаете такие вещи всерьез, а это, вот, между прочим, реально очень крутое открытие. Это очень крутое открытие. И я не знаю почему, но для меня, для человека, который понимает, о чем говорит, это имя и название вот это останется с тех пор понятно, у меня сбой, это у меня сбой. Река Рука, я не могу принять, я еще раз говорю, я принимаю, у тебя запрос я вижу, я нажимаю принять, но не принимается. Тоже Гагиев Инг тоже написано, я принимаю, но он не может принять. Я не знаю почему. Постарайся перезагрузить телефон, я не знаю, что-то может зайти через VPN, может тогда покажет. Мы шутим не потому, что не воспринимаем всерьез Башлам, как ты можешь даже подумать. Я знаю, Джузи, последнее время я, наверное, чересчур переживаю. Не все у меня, как говорится, хорошо. Может быть, все изменится в лучшую сторону. Старею я, Джузи, старею. Стареемся. Может, поэтому. На реках худеет те эфире от Сахасу. Девушка, это парень, я не знаю. Если не могут присоединиться в эфир, может заново сделать эфир, выйти и зайти, может тебе Башлам. Нет, это не мне надо. Хахуба албуба. Может не проверить связь. Может не проверить связь. Проверь, Ибраим, запрос, а это... Все будет хорошо и у тебя, и у меня, и вон у Ибраима. Ибраим, запрос, а это Маша. Вопрос Башламу, Ибраим. Что означает 13 число, три шестерки у мусульман? У христиан эти числа несут негатив. Хотелось бы узнать. Так, сейчас, подождите. Вот, Ибраим Нормально работает. работает. Значит, это не от меня зависит, Ибраим. Все, да, ну, давайте для начала отвечу. Смотри, что касается 13 число, пятница, считается. Я слышал от некоторых источников исламских, что в этот день, в пятницу 13 нанесут поражение мусульмане неверным. Эта
информация, вот такую информацию есть. Ну, какое пятница и какого 13 числа. Или оно было, или оно будет. И якобы из-за этого сейчас переняли и говорят, что 5 час вот в православии, христианстве, что в этот день какая-то мистификация происходит, там ужасы возрождаются, что убийство происходит, что якобы перекинули, чтобы этот день был именно вот чужд для людей. Это раз. Что касается числа 3 шестерки, это не имеет никакого отношения к исламу, к мусульманам. Для начала я слышал, что это те, кто занимается оккультизмом, то есть сатанизмом, они имеют непосредственно, считают это священное число. Углубляться в это не буду, поскольку не рекламирую и не хочу рекламировать никому там изучение сатанизма или оккультизма. Число дьявола считается. Для мусульман оно не имеет никакого числа. И честно сказать, являются ли какие-то числа в исламе запрещено. Это наука, кажется, как-то она называлась. Не помню сейчас, выскочила из головы. Наука, которая занимается вот именно числами, нумерализм или как-то он называется, не нумизматика, а вот нумерализм, кажется, что-то в таком роде. То есть это наука, которая занимается числами и так далее и тому подобное. Но это в исламе запрещено, она тоже не является, это как и астрология, астрономия, то есть предсказывание по знакам зодиака тоже считается недостоверным. Вот такая тема. К исламу это не имеет никакого отношения. Но что касается 13-го, я вот это слышал, что в исламе якобы 13-го, в пятницу, будет победа над неверными. Это я слышал. А 3 шестерки, это все, это оккультизм, это сатанизм, это, да, ладно, ходзуна. Хвецам бал бацарса, стохуль лучу баш. Если стоящие что-то думают задержаться, но уже стало понятно, нет, не стоит. Башлам, если я найду самый большой алмаз в мире, я не дам, чтобы ему дали. Я не дам, чтобы ему дали и мое имя, а назову именем своего народа. Шейх Мансур. Ну, это хорошо тогда. Каждый человек имеет, как говорится, свое понимание по отношению к тому или иному, я не знаю. Для меня, конечно же, народ свой имеет больше значения, честно. Башлам. Захарая Ситчин. Башлам. Захарая, или Захария Ситчин Вючхазеху. Я слышал, что он умел читать с шумерских табличек, может, знаком с его трудами. Нет, не знаком. Шумерские. Вот сейчас я зачитывал, которые повести, это были шумерские таблички, вот с них. Башлам, что можешь сказать насчет оружейников средневековой Чечни? Насколько ценились клинки? Их немало, я обязательно, книги сейчас у меня нету с собой. Оружейники и холодное оружие чеченское очень ценилось. Оно продавалось на базарах и Дагестана, и ближних соседних, имеется и в Турции, и закубанские, вот они использовали, очень ценилось чеченское оружие, имеется и оружейники средневековья, поэтому что можно сказать? Только с лучшей стороны, что они были известны, что их именно оружие было одним из самых лучших. Не только даже этого периода, даже во времена Кавказской войны же об этом много говорилось, как ценилось. Даже наружное оружие у чеченцев было намного сильнее и лучше, чем там, допустим, у царской армии. Оружейное дело было также хорошо поставлено и в Дагестане тоже. Но мы говорим за свое, они были очень хорошие оружейники, начиная от Атагов, заканчивая Толстой юрт, это Дойкроя. Вот заканчивая оттуда были хорошие оружейники. Что можно сказать?
об этом. Их было немало, их десятки были. Некоторые унаследовали даже это на сегодняшний день. Вашлам. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Диалекты в языках – это влияние соседних языков. Это... Нет. Диалекты в языках – это не влияние соседних языков. Конечно же нет. Это богатство, языковое богатство. Поэтому хотя, честно сказать, вот ты сейчас задал этот вопрос, я задумался. Галанчужский диалект. Вполне возможно, потому что это стык между ингушами, грузинами, чистинский между грузинами, ауховский диалект. Это рядом с Юлей, Умкой, Чеберлоевский диалект. Вот тут нет. Шатоевский нет. Ну нет, нет. Это не из-за соседей. Однозначно не из соседних языков. Башлам. Если я найду самый большой алмаз в мире, не дам, чтобы его... Да, я понял, я прочитал. Я это прочитал. Уже второй раз читать смысла не вижу. Одно и то же. Друзья, задавайте вопросы, если у вас есть конкретно по истории, потому что вы меня, конечно, извините, но мои финансовые возможности ограничены, поэтому не хотелось бы зря просто терять время. Я не говорю, что я с вами провожу зря время. Нет, конечно, я с вами, мне всегда намного лучше, чем без вас. Но, как говорится, я лишний раз что-нибудь прочитаю или зафиксирую. Диалекты у всех народов есть. Нет, не у всех есть. Я мусульманин, альхамдулилля, я Аллах, бах. Запятая, уарство, запятая. Но история моя начинается с принятием ислама моих предков. Остальным я не причастен, и они ко мне не причастны. Сейф аноним. Я не могу понять. Я мусульманин, альхамдулилля, бах, альхамдулилля. Я понимаю. Я галга баха. Ну, ты говоришь, что ты ингуш. Я это понял. Дальше ты говоришь уарство. Дальше ты говоришь Нохчи, история моя начинается с принятия ислама моих предков. К остальным я не причастен, и они ко мне не причастны. Я не могу понять, ты ингуш, ты уарство. Нохчи, история моя начинается с принятия ислама моих предков. Я не могу понять, о чем ты вообще, что ты говоришь. Для начала определись, кто ты по национальности. Уарство это не национальность. Нохчи это национальность. Дальше я не могу сказать там, что ты... Я не могу понять твоих мыслей. Может, я что-то неправильно прочитал. Башлам, очень давно смотрел видео арабского ученого. Он говорил, что в древности люди были намного выше и сильнее, чем сейчас. Абсолютно верно. Может, поэтому на Кавказе легенды про рослых нартов есть. Ну, смотри, мы знаем, что были и народы великан. Адиты их, кажется, племя адитов, их адитами назвали. В этом есть, и в исламе есть о них. И в один прекрасный день Всевышний Аллах всех их уничтожил за то, что они начали, вначале они были в хороших отношениях с простыми людьми, но потом они начали возгордились и начали их принижать и унижать. И в один день Всевышний Аллах их всех уничтожил. Так вот, эти люди адиты, племена адитов, они жили по всему миру, походу. Почему? Потому что находили черепа, их черепа даже достигали 1 метра. Я знаю, что многие не верят в такие вещи, но и все-таки я больше чем уверен на 90%, что именно адиты строили и помогали людям строить пирамиды, а не там миллионы людей, которых там якобы египтяне использовали для строительства пирамид. Я думаю, что нарты и адиты это одно и то же, вполне возможно. Ну, небольшое количество, но может здесь они и проживали. Вот их
в исламе они есть. И опять же, в один прекрасный день Всевышний Аллах всех их уничтожил. А что касается находок именно этих адитов, их находили, опять же, начиная с Южной Америки, Северной Америки, в Мексике, то есть в этой области находили, в Саудовской Аравии находили, на Ближнем Востоке их находили. Я думаю, что это все-таки нарты, это те же самые адиты. И имеют ли они национальность, я не могу сказать, навряд ли. Башламбено Йоктоп, это не легенда, я думаю. Башламбено Йоктоп, это не легенда, я думаю. Я не понял вопроса. Бено Йоктоп, что такое? Если бы я наехал, ты бы сейчас с этого аккаунта не строчила Йолок. Йолок, успокойся уже, может даже мимо строчить, я прощу. Не понимаю, о чем. Но это явно не мне, не ко мне, как бы. В молодости слышал от прадеда, что якобы в 70-х годах 20 века, не помню где, нашли последнего послания царя Соломону. А от кого, не помню. Там было два слова, которые долго не могли расшифровать это слово. Тюххаллар. Не слышал такого. Я говорю, все войнахи мои братья. Я не разделяю на чеченцев, не чеченцев, не уарствай, не гала. Я говорю, что это один народ. Я говорю, что я мусульманин. Я говорю, что моя история начинается с ислама. Альхамдулилля, сейфа на ним. Хорошо. Никто не против. Разве тебе... Вот что ты от этих слов конкретно думал, что мы должны ответить? Альхамдулилля, что ты мусульманин. Если все тебе ногчи, никто не отрицает. Так я об этом заявлял еще часа два тому назад. Так было когда-то, но сегодня делятся, сегодня каждый говорит, что он отдельно. И все. Моих предков всех аноним. Что непонятно, мой брат? Я тебе ответил, теперь понятно. Просто ты немножко не так объяснил, я не мог этого догнать. Хорошо, что ты там еще обычно, кто заходит, особенно с Ингушетии, начинает нам рассказывать. Мы там Уарствай, Мелхей, Нохчи, Ольдабило, Мелхей, Уарствай. Это не народы, это часть нашего народа, поэтому в Чечне вообще нету отдельных народов. То есть Уарствай, Мелхей, Эхкей, все Нохчи. Нохчи это не тейп, это не тупом. Нохчи это народ. Нохчи. Народное. Вот. Как мы иначе говорим. Народ этой местности. А остальные я не знаю. Что там творится в Ингушетии, я не знаю. У нас нету народа войнахи. У нас есть народ Нохчи. Что касается войнахов, за пределами, если мы где-то увидим ингуша, допустим, в Москве, в Петербурге, в Америке, мы можем спросить войны хуё, то есть нашего народа ли ты? Он скажет, да, вот это правильное использование. А так использовать слово война между собой зачем? Ты можешь назвать тейп, да, ты можешь назвать там тухум, да, село, да, но не более. Я не знаю, это вот среди своего народа говорят, а войне хуй зачем? Ты не с негром говоришь, не узбеком, киргизом говоришь, ты говоришь со своим человеком. На своей родине. Нохчу, все. Нохчувала. Нохчу, амило, хириву можно понять там. Умкиву можно понять, Сюйлеву можно понять. Или Галгаскеву, допустим, терский казак, можно понять. А дальше уже смысла это немножко не то, конечно. А так никто же не против ни войнахов, ни ислама, ни всего остального. Расул Садулаев, ассалам алейкум, Ваша, как думаешь, сколько по численности в мире? И я думаю, 1,2 миллиона, может быть. Это если вот всех собрать. Думаю, 1,2 миллиона. Это и полукровки, и как их иначе говорят, там и так далее, и тому подобное.
максимум 1-2 миллиона. Раньше я думал больше, но по статистике я начал все больше и больше узнавать, поэтому теперь я не буду говорить, что 5 миллионов или 3 миллиона, это неправда будет. Я думаю, что неправда. И плюс, если убрать еще тех, кто там еще не определился, но есть те, которые там по маме хотят себя называть. Есть те, которые обиделись на своего отца и так далее и тому подобное. Так что каждому свое. Башлам, адиты, согласно ближневосточным исламским ученым, это древнее арабское племя. Ты сказал же арабским ученым, исламским ученым. Я могу понять. Я бы был с тобой согласен, если это ближневосточный исламский ученый, древнее арабское племя. Но проблема в том, что адиты, племя, гигантские племя, которые были найдены, буквально года 3 тому назад я видел найденные то ли в Южной Америке, то ли на каких-то арабских островах обсыпалась гора, гора сошла, и найденные черепа огромных людей. Этот череп был высотой где-то без малого, может быть, или метр, или чуть меньше метра. Скажи мне, какое отношение имеет Ближний Восток к Южной или Северной Америке? Да, ученые до сих пор никак не признают этого. Они не хотят, потому что оно полностью противоречит теории Дарвина. Но, извини меня, или же, допустим, находят такие же раскопки, где находят эти черепа, где-то в Месопотамии находят. Там, где это, в принципе, не арабская земля. Тогда до появления арабов, если они были. Вопрос. Я не знаю. Я не спорю с исламскими учеными. Но я говорю, что вот эти великаны, они были. И они были по всему миру. Являлись ли они только исламским племенем или арабским племенем? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Есть на то сомнения. Я не знаю. Бякхан Бекханов пишет. Ассаламу алейкум, Башлам. Как думаешь, власть в Чечне не видит, как Бузик на чеченцев весь грязь, хотя много из-за... Власть Чечни сейчас занята совсем другими проблемами, и разговоры до какого-то непонятно кого, он не ученый, понимаете, проблема в чем? Он не ученый, он никто по сути. И я так думаю, они его серьезно не воспринимают и ни во что не ставят. Так, возможно, так и должны были все поступить, Бекхан. Я согласен с тобой, что здесь проблема у меня возникает. И у меня возникает проблема, и у остальных возникает проблема. Каким это образом человек, который там, извините меня, распространяет информацию среди всех в социальных сетях, нужно ли обращать внимание? Конечно, есть люди, которые не знают, там, что он, может быть, он там шизофреник, или там больной, или там от себя тянет. Но он распространяет эту информацию. Я хочу, чтобы было понятно. Буквально вчера этот человек, вчера, имеется в виду, я рассказывал об этом вчера, мне кто-то скинул ссылку, он оскорбляет чеченских женщин, чеченских матерей. Он, не являясь представителем нашего народа, он оскорбляет чеченский народ тем, что он говорит, что мы там были работорговцами,
что мы должны благодарить Ермолова за то, что он мечети построил и убрал из чеченского села Эндери работорговлю. Должно ли это оскорблять чеченцев? Нохчи народ. Позволяли ли Нохчи когда-нибудь говорить такое? Нет. Что касается власти, я не знаю. Может, они не смотрят, не следят за ним. Нужно ли это им или нет. Для этого уже есть и отдельные другие. Ну, ладно. Хорошо, власть там занята, там спецоперация, не спецоперация. Если любой другой человек скажет, подождите, а куда смотрит гражданское общество чеченское? За клевету, за ложь можно написать заявление. Мне же говорили, тут заходили, говорили, а почему ты не напишешь заявление на Бузуль? Зачем писать? Нужно разоблачать его ложь. Я разоблачаю. Но меня опять же упрекают и заходят, когда молодежь, вы слышали, вчера зашел парень и говорит, мы молодежь чеченская вообще не слушаем, ну, молодежь ингушская вообще не слушаем, он маразматик, он там шизоид и так далее, он сказал вчера, да? Да, альхамдулилля, что есть такая молодежь. Но есть те, которые там, шейх Руслан, там, шейх это, третье, десятое, Язев, да благо с ним, пускай он будет их шейхом, я не против. Если он рассказывает, опять же, про свою историю, я не против. Про многоженство, но не трогай ты чеченцев. Ну, оставь ты их, им дела нету. Ты везде говоришь, что вот вы землю украли, вы это сделали, вот ты сделали, вот что ты за чушь занимаешься? Ты хоть раз сам был на этих землях. Я, допустим, был, я знаю. И не имеют эти земли никакого отношения. Ни к ним. Но фитан дучдуца. Эцнаха, фитан дучну, нохчишна, ингушишна юка. Ни больше, ни меньше. Правильно ли это, неправильно ли это, я не могу сказать. Конечно, неправильно это. Но если бы говорили, что это началось в 2018 году, я понял, что это началось не в 2018. Вот это заложено с тех пор, я вот сегодня опубликовал, это заложено с тех пор, с 1934 года. Я еще раз уверен, самый худший день для нашего народа – это объединение Чечни и Ингушетии в 1934 году. Не нужно было этого делать. Категорически запретить надо было это. И наша Родина сегодня была бы больше. И у вас были бы на своей земле, в своей Родине. Имеется в виду, но у нас, там, где они есть в основном. Но то, что случилось, случилось. Адерлайнс. Задним числом умнее не будешь. Эти 8 селений были бы у нас дома. Спорных вопросов бы не было. Вот почему я говорю, этого объединения не нужно было. А там люди, если сами они определились, пускай бы сами жили. Они бы не упрекали нас в том, что вот мы были вместе, нам дали Шуковской, там, Наурский рай. Они бы не упрекали, не говорили, что там мы древние, что эти земли были наши. Многих бы вещей просто-напросто бы не было. Не было фитан хардацев. Юка питан хардацев. Согласны вы с этим или не согласны, это личное ваше дело. Но если бы не объединили, они бы не сказали, мы вместе там заводы строили, мы вместе. Этого не было. Никаких проблем с этим не было. Тот, кто живет в Чечне, тот, кто живет там, пускай бы жили. Хотят они объединиться, пускай объединяются с Россией, с Грузией, с Осетией, с кем хотят. С Кабардино-Балкарией пускай объединяются, если они хотят. Но вот этих многих вопросов бы не было. Вообще бы не было этого. И это или специально, не специально, не могу сказать. Это вот послужило катализатором. Я думал, что это в 18-м, нет. В 89-м году эти разговоры были. То есть здесь ты лишь слышишь одно выступление, где они благодарят тебе, говорят, наши братья, через 5-10 минут, нет, мы вместе жить не можем, мы никогда не жили, и мы разный народ Божий. Это 89-й год, 1989 год. Зачем бегать или просить кого-то, давайте там вместе? Не надо этого делать. Выбрали путь, есть свой парламент, свое правительство, своя республика. Пускай живут отдельно.
Не надо грезить, мечтать там, об объединении. Не надо этого. Пускай живут отдельно. Но жить отдельно это обозначает занимать своими делами. Не нужно рассказывать то, что нет. И плюс говорить, вот они сейчас украдут название Дзурзуки, украдут название Кисты. Ну, о чем ты говоришь? Все документы есть. То, что ты врешь, все это видно, все это понятно. Да, лучше признаться, сказать, как это достойно. Да, когда-то мы были единым народом. Теперь у нас свой путь, у них свой путь. Другого ты ничего не докажешь никому. Нету никакой разницы между вами. Ну, как таковой. Поэтому каждый выбирает свое. Бекхан Бекхан, Бекмабила, то, что Олга отвечал. Брат, расскажи немного про Цечуай, что знаешь, бисмилля. Цечуай, есть цечуевцы, которые вышли из ножки. Вот. Морствовский, Варю, Эдош, будешь достойные сыны, чистокровные ногчи. Я про своих говорю, не могу сказать про остальных. Вот. Что касается остальных, как таковой, про те, что я рассказывал, которые жили и были за Териком, которые были на территории Чечни, проживают. Очень в свое время воинственный, боеспособный тейп. Что можно? Есть и башни, и комплексы, и гора, и село свое родовое. Все как у остальных ночей. Ничего нового не могу сказать. Они были единой частью и остаются единой частью нашего народа. Я говорю только за свою территорию, прошу не путать. Как получилось так, что мой тейп половина в Чечне, половина в Ингушетии разговаривают на разных диалектах и говорят, что они чеченцы, а другие ингуши, а третьи ворства. Как получилось так? Ну, во-первых, говорят на чеченском, нету понятия, есть диалекты. Часть твоего народа говорит на галанчурском диалекте, и часть твоего народа говорят на плоскостном диалекте чеченского народа. И то чеченский язык, точнее. И тот, и этот чеченский язык. Тот просто горный, более автохтонный древний язык, этот более литературный. Почему? Потому что после того, как спустились, определенное время в основном живут среди многих других разных тайпов, не обособленно живут. Вот так и случилось. То есть язык имеет значение. Допустим, если ты живешь среди англичан 2-3 поколения, а прошло время без малого 100 с лишним лет, язык меняется. К тому же, в какой школе ты вырастешь детей, как они говорят. Я могу говорить за своих Орства, представитель нашего народа. Вот. А что касается Ингушетии, говорители, отдельный народ Орства, это их личное дело. Но все они говорят на одном и том же языке. Из Нахчиматбу разный диалект еще. Галанчурский диалект, Орстхоевский говор, я бы не сказал, что он у них отдельно. Но это галанчурский диалект. Можете проверить это научно. Башлан. То, что адиты это арабы, это не значит, что они жили только на Ближнем Востоке. Я не знаю, Ваша. Если ты говоришь, что это арабское племя, значит, они ушли по всему миру распространять. Может быть. Если ты хотел сказать, что они с Ближнего Востока, я бы мог понять. Но арабы это национальность все-таки. Я думаю, что если я не ошибаюсь, конечно, что они были семитскими племенами, ты говоришь, в принципе. Но опять же, я не знаю. Руслан Битоков, вы Бузика недооцениваете, говорит. Он очень большой вред наносит.
Да, ну я же вам показываю, и мы все видели, как он, кстати, начал. Он же рассказывал не только про нас, как он рассказывал, что, оказывается, за кусок железа они нанимали. Простой крестьянин ингушский мог нанять кабардинского князя, чтобы он его охранял за кусок металла. Вот такое небрежное отношение он рассказывал. На самом деле никогда в жизни ни один князь кабардинский не охранял ни одного, ни пастуха, никакого ингуша. Никогда такого не было. Вот, имеется в виду из простолюдинов. На то он и князь, чтобы... Ну, это смешно, конечно. Вы понимаете, о чем я. А вредно носит, конечно, потому что люди со стороны, которые не знают, он рассказывает все там на русском языке. Вред он наносит люди, которые там с России, те, которые с СНГ, которые понимают, что такое русский язык, они будут, конечно же, знать, и они будут слушать его, думая, что он большой ученый, и люди будут немножко дезинформированы, не немножко, а будут во лжи и будут пересказывать его ложь. И что, конечно, делает лишние проблемы для этих народов. Будь то адыги, будь то нохчи и остальные. Честно сказать, про осетин я не слышал, чтобы он что-то плохое говорил. Может, и говорил, не знаю. Но мне присылают, в основном, когда присылают его, где он там говорит про наш народ, плохо присылает. Может, он говорил хорошее или плохое про осетин, я не знаю. Или про грузин. Вот, опять же, я фамилии не называю. Почему? Потому что вполне возможно, что есть достойные сыны его фамилии. Там, не знаю, у них же пофамильно там идет. А оскорблять или задевать целую фамилию неправильно. Ну, он сам нарниец, он есть нарниец, потому что он лжет, потому что он рассказывает сказки. Я же говорю, в Ахуште Багратионе у него то красавчик, то, ну, информация не проверена. Почему он это говорит? Во-первых, он не хочет задеть и оскорбить грузин, потому что он восхищается ими. И чтобы грузины не пошли против него, или ингуши, которые любят грузин, не пошли против него, или же его друг Айсак Адзоев, который там любит очень грузин, чтобы не сказали, вот между собой терок не было. Поэтому говорит, ну, говорит, если и написали, надо проверить первоисточник. Якобы первоисточники в Ахуште Багратионе на грузинском языке это было иначе. Он это имеет в виду. А вот то, что говорят другие, то есть, когда это касается непосредственно его, ну, грубо говоря, на этноса, субэтноса, или как там правильно будет, то это нормально, то это неправда. А если он говорит что-то, тот же в Ахуште Багратионе показал на карте, они же упрекают в Ахуште Багратионе, карта, вы чачане там и так далее, тому подобное, начинают рассказывать эти сказки, прибаутки, они всегда, вот вы в Ахуште, вон там в Ахуште говорил, там в Ахуште говорил, вот так вот упоминается. А в Ахуште, опять же, я вам говорю, Ахуште не самая лучшая сторона описала, ни, как говорится, ни осетин, ни ингушей или чеченцев. Вот. Опять же, начали говорить про этого, чуть не сказал, грибоедов, любитель собирать эти лесничий, как его там фамилия, он был ученым, они его, Гарипекин, потом бах-бах, получилось, что Гарипекин говорит. Оказалось все наоборот. Алейкум ассалам. Начали хорошо, потом начали, вот Антон Гильденштейт, начали говорить, начали копать Гильденштейт, и Гильденштейт говорит, что кистинцы, и в основном это и есть ногчи, и ингуши, тоже не понравился, убрали. Потом Яна Потоцкого взяли. Ян Потоцкий сказал, что там чеченцы выдали за калмыцкого хана свою женщину, упрекает он. Потом у Яна Потоцкого всплывает, что на базаре в Кизляре ингуш продавал ингушку. Это Ян Потоцкий написал. Тот же самый, который говорил и про чеченскую женщину, которую отдали якобы за хан. Все. То есть одно правда, другое неправда. Если про чеченцев, то это правда. А если про них, это неправда.
И вот так Яна Потоцкого, от Яна Потоцкого тоже мы отказываемся, когда не нужно. И дошли до Паласа. Ну, Паласа там, он рассказывает об ингушах, про этот, особенно там есть один момент, где он говорит про круглый щит и пику. Но опять же, Палас брал информацию у Гильденштейна. Он ссылается и на Гильденштейна, там моменты есть. Я-то читал это. За что бы ты ни брался, потом, когда ты начинаешь... Услара они ненавидят, потому что Услар там все говорится, что там в основном чеченцы. Клопроты тоже, в принципе, не сильно. И поэтому вот так вот с какой-то стороны любят, с какой-то стороны не любят. Значит, ситуация у тебя. Ну, это, честно сказать, не хочу времени много терять на этом. Но есть моменты, где переходит на национальных героев, переходит на женщин. Тут надо осторожнее быть. Я себе никогда не позволю того, чтобы там оскорблять, какой бы ни был там шизоид и не шизоид, старческий маразм у Руслана. Я никогда не стану говорить плохое про ингушских сестер или женщин. Что бы они делали. Во мне есть благородство, во мне есть честь, достоинство, чтобы не оскорблять, тем более перед другими народами. А если нет у него, так, истаггяс больше калмаяс, тот, кто оскорбляет свой народ. Поэтому свой народ Бога у нас там начинает и возвышать. Это то же самое, возвышать Ермолова. Ермолов был, ну, не лучше Сталина, если не хуже. Я не знаю, реально человека, походу, ищет и задеть там что-то. Вот мне это написали, мне то написали. Это же идиотизм. Если бы я все зачитывал, что пишут про ингушей, масла даже в прямом эфире, мне, честно, ни до ингушей, ни до сюли нету. Но вот когда у меня задают мне вопросы, вот что там, вот это про границу говорят, вот это правда, я сразу начинаю. Про там начинаю, про другое говорю, начинаю. И само собой мое отношение к народу самому нормально, а тем людям, которые лжет и клевещет на новый народ, я буду отвечать таким образом. Помнишь, как экскурсовод нам рассказывала в Питере, что когда к Петру Первому привели пленного чеченца, и когда он хлопнул его по плечу, так вот, ты такой туземец, чечен его обратно хлопнул. Герман. Так, что тут? Ой, далаца. Новчева, наша сестра, ютуберша, задонатила. Новчева, да, садуэл, да, дукья, хвель. Будечник, эзашка, соду летел. Огромное спасибо. Единственный мой подписчик, который второй раз уже донатит за этот месяц, я так помню, поддерживает мой канал. Огромное спасибо тебе, сестра. Да, дукья, хвель. Будечник, эзашка, соду летел. Дагмялля Чонтир. Мне очень приятно, я очень рад, что хоть очень мало, но единицы, те, которые нас слушают с Европы, донатят, помогают. Для меня это очень важно и очень символично, честно вам скажу. Этот месяц для меня очень тяжелый в плане работы и всего, как говорится, все навалилось. И каждая поддержка для меня это очень важно. Дался дуэль, дался дуэль. Огромное, вот, получается, 5 человек сегодня задонатили. Ну и то хорошо.
это лучше, чем ничего, и то хорошо, чтобы постараемся провести дальше завтра на родном языке. Поэтому, видите, добрых людей все-таки есть добрые люди, которые поддерживают и помогают. Честно сказать, и благодаря Ибраиму он нашел лазейку, чтобы те, кто проживает в Европе, хочет задонатить, через YouTube канал можно задонатить и отправить. И да, эти сволочи, конечно, для нас это важно, конечно, останавливать там небольшой процент, но все равно это очень важно, нужно. И я горжусь, что мои братья и сестры, которые проживают за пределами, помогают нашему каналу. Вот. И это очень хорошо. Что касается Петра Первого, и что касается его отношений, когда наши начинают говорить, что Петр Первый приехал воевать с чеченцами, еще раз хочу повториться. Петр Первый не пришел завоевывать Чечню или там знал там чеченцев и так далее. Это все неправда, само собой. А Дагестан был под влиянием Персии, полностью весь Дагестан, как таковой. Он пришел освобождать его. Выход на Каспийское море и само собой остальное. Так что так получилось, что для нас это были войны, воинственный народ. Мы, являясь воинственным народом, они были враги, и мы вот первые как бы напали и немножко наказали. Имеется в виду, он с Апраксиновым когда пришел. Ну, дальше что было, вы знаете. Сегодня кумыки хотят ли это признавать, или они говорят, что это были они, но я не видел за всю историю, чтобы кумыки воевали против как таковой царской России. Таких преференций бы у них не было со стороны России. Со всем моим уважением. Ну, я это про княжество Шамхала Тарковского и так далее. Руслан Битоков. Про нас он сказал, что адыги отбирали у соседей детей, и те отдавали больных даунов, и сейчас кабардинцы их потомки. Вот такой историк. Да уж, не удивляйся, Руслан, этот человек, я же еще раз говорю, я впервые от него услышал, он говорит, за кусок металла, говорит, кабардинские князья их охраняли и якобы работали на них. То есть у кабардинцев не было металла, а вот они были за кусок металла на косу, говорит, нанимали их. Не одного, а их, он сказал, в множественном числе. Что за чушь, что за ерунда. Если бы это было бы так, я клянусь Аллахом, вне всякого сомнения, в этом правы они, я бы сказал, ингуши. Если бы это было так. Во-первых, потому что там, не потому что адыги там нам по крови не братья, а так, нет. Истина оставаться должна быть истина, но это смешно. У нас были войны, у нас было сопротивление с адыгами. И воевали с ними, и сходились, и мирились, и заключали договора. Это все было. Отрицать этого не стоит. Но охрана и все такие вещи, это с этими вещами, конечно. Ну, кабардинцы, честно сказать, очень такой мягкий народ. Они не пропустят это, оставят. Не обратят на это. Вот Руслан может заметить, не более. Башлам, когда он начинает говорить про чеченцев, у него просто
И я прошу прощения у всех. Ибраим, всех прошу прощения. Почему? Потому что быстро заскочил, пока меня не выкинул. У меня закончился трафик, поэтому я надеюсь, вы на меня не в обиде. Это не я. Вот как трафик закончился, он сразу выкинул меня сам. Заскочил быстро сказать. Всем огромную благодарность. Масана Дерес Хил, Далдухдах Дуэл. Особенно всем тем, кто поддержал меня, задонатил. Шундерес Хил Далса Дуэл Будиснега Эзашкаса удовлетворил. Всем моим братьям и сестрам с Ютуба. Шунадерес Хил. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии, приглашать нам новых подписчиков. Огромная вам благодарность. К сожалению, дальше уже не хватило нам на трафик, но да, а завтра, если в воскресенье у нас получится, если у меня получится, будет на родном языке история и вообще о нашем народе. Поэтому, если получится, завтра в 10 или в 11 часов будет. А так, на русском языке ответы на вопросы и об истории, географии, взаимоотношения с соседними регионами, истории вообще, в общем, Кавказа и Закавказья. Мы постараемся с вами рассказать и пообщаться по этой тематике в следующую пятницу и субботу на русском языке, и на воскресенье на родном Нохчи Маттах, Нейнан Маттах, на чеченском языке проведем эфир. Всем огромное спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И до следующей недели. Ассаламу алейкум ва ва баракату. Масей Бюстей Всем хороших снов. До новых встреч.